Да обретет вся земля совершенную чистоту. Да станет она ровной, как ладонь, гладкой, как лазурит. Да наполнится все пространство подношениями от богов и людей, дарами явными в мысли, подобными тем, что преподнес Самантабхадра. В предлежащем пространстве на львином троне из лотоса солнца и луны восседает Будда Шакьямуни, представляющий самую суть всех моих милостивых наставников. Вокруг него собрались гуру, как непосредственно, так и входящие в линию преемственности, а также и дамы, Будды, Бодхисаттвы, Шраваки, Пратика-Будды, Даки, Дакини и стражи Дхармы. Я и все мои добросердечные матери в страхе перед муками сансары обращаемся к Будде, Дхарме и Санге, единственным началом прибежища. Отныне и до самого просветления мы встаем под защиту всех трех драгоценностей. Я вместе со всеми живыми существами ищем прибежище в Будде, Дхарме и Санге, пока все мы не достигнем просветления. Обретя духовные заслуги путем даяния и других совершенств, достану я Буддой на благо всем живым существам. Из сердец всех, в ком я ищу прибежище, не сходят потоки света и нектара. Они растворяются во мне и в каждом живом существе, очищая от пагубной кармы и препятствий, удлиняя срок жизни, увеличивая добродетели и успехи в постижении дхармы. Да будет счастливо всякое существо. Да будет всякое существо избавлено от страдания. Вовек да не разлучается никто со счастьем. Да пребудет всякое существо в спокойствии, без ненависти и привязанности. О защитник всех существ, великий победитель полчищ злых духов, о благословенный всеведущий, явитесь сопровождаемый свитой вместе с всем. Телом, речью и умом
смиренно простираюсь ниц. Совершаю подношения наяву в мысли, раскаиваюсь в злодеяниях, совершенных мною от века, и радуюсь добродетелям всех существ. Соизвольте оставаться здесь, пока не пройдет сансара. Вращайте колесо кармы ради нас. Все добродетели посвящаю великому просветлению. Окропленная благоухающими составами и усыпанная цветами земля, великая гора, 4 континента, солнце и луна преподносятся в дар сфере Будд, дабы наслаждались все существа жизнью в всех чистых землях. Предметы, вызывающие привязанность, заблуждение или ненависть, друзья, незнакомцы, враги, наши богатства и наши тела с радостью преподносятся в дар. Соизвольте принять его и благословить нас тем, чтобы 3 яда более не отравляли нас. Идам гуру ратна мандалакам нирьятая. О мой добрейший коренной гуру, насядьте на лотосу луну, увенчивающую мою голову, и по своей великой милости одарите меня благодатью ваших тела, речи и ума. Обращаюсь к вам, о Будда Шакьямуни, чье тело происходит из неисчислимых добродетелей, чьи слова исполняют чаяния смертных, чья мысль ясно видит все существующее. Обращаюсь к вам, о наставнике духовной традиции, свершителю многих великих дел, досточтимый Майтрея, благороднейшая Асанга, Васудханху и все иные драгоценные учителя, явившие путь обширного ведения. Обращаюсь к вам, о духовные наставники традиции глубинного постижения, досточтимые Манджушри, Нагарджуна, Чандракирти и все иные драгоценные учителя, которые явили этот наиглубочайший путь. Обращаюсь к вам, о духовные наставники традиции сокровенной мантры, победитель Ваджадара, Тилопа, Наропа и все иные драгоценные учителя, явившие путь тантры. Обращаюсь к вам, о духовные наставники по линии древней Кадам, Тарубуда Атиша, Драмтомпа, Жишепатова и все иные драгоценные учителя, явившие единство пути обширного ведения и пути глубинного постижения. Обращаюсь к вам, о духовные наставники по линии новой Кадам, досточтимый Цанкапа, Джамвал Гьяцо, Хидрубже и все иные драгоценные учителя, явившие единство сутры и тантры. Обращаюсь к вам, мой добрейший и драгоценнейший учитель, являющий заботу о необузданных умом, неусмиренных чередой всех предшествующих Будд, как будто эти подопечные удачливые ученики. Не спошите свои благословения, дарующие вдохновение, мне и всем матерям моим, дабы пресеклись все мои извращенные помыслы от непочтения к добрейшему наставнику до утонченнейшей двойственности восприятия. Не спошлите свои благословения, дарующие вдохновение, чтобы быстро сотворить чистые помыслы, от почтения к добрейшему наставнику до единства, блаженства и пустоты. Не спошлите свои благословения, дарующие вдохновение, дабы свести на нет все внешние и внутренние препятствия. Из сердец всех святых существ нисходят потоки света и нектара. Они даруют благодать и очищение. Начало пути. Упование на моего добрейшего наставника, в котором источник всякого блага. Благословите меня осознать это и следовать ему с великой преданностью. Жизнь в мире людей со всеми ее свободами – редчайшее явление с глубоким смыслом. Благословите меня осознать это, дабы денно и ночно я мог осуществлять смысл жизни. Подобно пузырьку на воде, мое тело умирает и разлагается очень быстро, а после смерти являются плоды кармы, подобно тени, сопутствующей телу. Дайте мне благословение знать и не забывать об этом, чтобы всегда я бдительно следил за тем, что делаю,
и, избегая пагубных поступков, стяжал богатство добродетелей. Радости сансары обманчивы. Они не приносят удовлетворения, но одни лишь муки. Посему склоните меня своим благословением, чистосердечно стремиться к обретению блаженства совершенной свободы. Дайте мне благословение, чтобы этот чистый помысел породил неотступное внимание и величайшую осторожность, дабы моим основным духовным делом остался корень всей дхармы, обет личного освобождения. Подобно мне, все мои добросердечные матери тонут в океане сансары. Даруйте мне благословение на духовный труд по воспитанию бодхичитты, чтобы скорее я мог их спасти. Но ограничиваясь этим, в отсутствии 3 нравственных основ, я не могу стать Буддой. Поэтому ищу благословения на обретение силы трудиться по исполнению обетов Бодхисаттвы. Уняв мой ум от развлечений и подробно растолковав истинный смысл понятий, благословите меня достичь единства безмятежности и проникновения. So I'm happy to see you here after a long period of time. Я очень рад всех вас здесь видеть после долгого перерыва. Okay, so as Buddha says that when we born under control of delusion, it's a suffering nature. There's no real happiness. Как говорил Будда, когда мы рождаемся под властью омрачений, это природа страдания, мы не испытываем настоящего счастья. So recently this epidemic from another side open our eye that samsara, the place where we stay, is not really reliable. Anything can happen. Недавно разразилась эпидемия, но с другой стороны это помогло нам открыть глаза на тот факт, что сансара, то место, где мы с вами пребываем, на самом деле не является надежным. Произойти может все, что угодно. Okay. Anything can happen. There's no one thing which you can trust it. No. Случиться может все, что угодно, и нет ничего такого, чему вы действительно могли бы доверять. If there is no law of karma, then it's a
kashmar. Если бы не существовало закона кармы, то это было бы кошмарно, было бы просто ужасно. Because whole economic system, anything, even in terms of your healthy body, many people think that if you eat medicine, if you take the diet properly, you'll have healthy, but you can get a coronavirus and you can die untimely. Потому что вы не можете полагаться ни на экономическую систему в нашем мире, ни даже на устройство своего тела. Многие люди думают, например, что если правильно придерживаются диеты, если правильно принимают лекарства, то им ничего не угрожает. Но на самом деле можно так заразиться коронавирусом, и можно умереть преждевременно. So that's why future, if there is no law of karma, economic system, any system, there's not something which you can really trust and remain relaxed. There's nothing Что касается вашего будущего, если бы не существовало закона кармы, если мы рассматриваем другие системы, например, экономическую систему, нет ни одной такой, на которую вы действительно могли бы положиться и по-настоящему расслабиться. So either you drink vodka, alcohol, then don't think future. Or if you really bit think of future, then, if there's no law of karma, then it's panicking. Например, вариант такой: либо вы пьете алкоголь, и тогда просто забываетесь и не думаете о будущем, либо если вы хотя бы немного думаете о будущем, если бы не было закона кармы, то в этом случае ситуация была бы достойна паники. As Buddha have this law of karma, as there's law of karma, then in my mind, through investigating future, analyzing future, I can remain peacefully. Oh, there's law of karma. So this is a good news for people who want to live proper life, who want to live healthy life. И что касается меня, то поскольку Будда открыл закон кармы, поскольку существует закон кармы, когда я начинаю анализировать, что может случиться в будущем, я понимаю, что я могу жить спокойно, и существование закона кармы – это как бы хорошая новость для тех людей, которые хотят жить правильной, хорошей жизнью. So that's why, very important that to make a conviction, develop conviction, the law of karma. This is very, very important. First, most important thing. Очень важно обрести убежденность в законе кармы. Это самый важный первый момент. So, as we develop conviction in law of karma, our life will change. По мере того, как мы развиваем убежденность в законе кармы, наша жизнь будет меняться. Then our mind became a little bit stronger. Even small problem, that long term, if you live according to law of karma, there will be bright future. И наш ум будет становиться сильнее. Вы будете знать, что даже если есть какие-то кратковременные проблемы, в далекой перспективе, если вы живете правильную жизнь, то вас ожидает светлое будущее. If you break the law of karma, then, even you say I'm Buddhist, or even whatever you say, there will be, horrible in your life, horrible consequences. Но если вы нарушаете закон кармы, то, что бы вы ни говорили, вы можете называть себя буддистом или как-то еще, все равно вас ожидают ужасные последствия. So that's where we the basis on belief on law of karma, then very important train the mind. И на такой основе, как вера в закон кармы, очень важно тренировать свой ум. If we don't train the mind, then no matter how much philosophical knowledge you have, it will just empty word. It doesn't help you. Если мы не тренируем свой ум, то каким бы багажом философских знаний мы не обладали, это будут лишь пустые слова и совершенно ничем нам не помогут. So training the mind is equally very important. Important as you collect the knowledge of Dharma. Тренировка ума является ровно настолько же важной, насколько и накопление знаний дхармы. And without knowledge of Dharma, even you want to train, you don't know how to train properly, then it will be not effective training the mind. Без знаний дхармы, даже если вы захотите тренироваться, вы не будете знать, как правильно проводить эту тренировку, и она будет неэффективной. So training, how we can train the mind? Not only through meditation, through view you can train the mind, through meditation you can train the mind, then through right behavior you can train the mind. Как вы можете тренировать свой ум? Не только с помощью медитации, вы можете производить тренировку ума с помощью воззрения, с помощью медитации и также с помощью поведения. So that's why Buddhism, these 3 points, view, meditation and behavior,
regard as a very, very important. В буддизме вот эти три момента воззрения, медитация и поведение являются очень и очень важными. And they are very strongly interconnected, this view, meditation and behavior. Кроме этого, они очень тесно взаимосвязаны, вот эти воззрения, медитация и поведение. Okay. Then if you ask question, how they are interconnected, this view, meditation, behavior. И теперь, если вы зададите вопрос, каким же образом между собой взаимосвязаны воззрение, медитация и поведение, Okay, so this 3-point view, meditation, and behavior is explained not only in Sutra. In Tantra, it was very much emphasized on these 3 points. эти три аспекта воззрения, медитация и поведения подробно объясняются не только в сутрах, но и в тантрах, на них делается большой упор. So, okay, so main purpose of the meditation and view is for what? For the behavior. You should understand it. Вам нужно понимать, в чем состоит основная задача медитации и воззрения, для чего они предназначены, главным образом для поведения. Okay, behavior of body, behavior of speech, and behavior of mind. They are the creator of the karma. А что касается поведения, то поведение тела, поведение речи и поведение ума являются создателями кармы. So, see, now they all come back to the law of karma. So this harmful behavior of body, speech, and mind make you unhappy, make other unhappy. Итак, мы возвращаемся к закону кармы. Вредоносное поведение ваших тел, речи и ума делают и вас несчастными, и делают несчастными других. So this way, any bad result in our world, this epidemic, everything, they all come from the result of karma. Любой плохой результат в нашем мире, любое такое происшествие, как вот текущая эпидемия, все это является результатом проявления негативной кармы. As scientists know that electric light, all these come from the movement of electron. Without movement electron, electricity is not possible. Как, например, ученым известно, что свет и, в принципе, такое явление, как электричество, взаимосвязано зависит от движения электронов, и без движения электронов света быть не может. In the same way, in our world, one small happiness you experience, one small suffering you experience, or big suffering you experience, everything is connected to your own karma which you create in the past time. И таким же образом в вашей жизни, что бы вы ни переживали, это может быть счастье, это может быть какое-то маленькое страдание или даже большое страдание, все это связано с той кармой, которую вы сами себе создали в прошлом. Your future, bright future or horrible future depend on the actions of your body, speech, mind, what you're doing now. А что касается вашего будущего, то какое у вас будет будущее, ужасное или светлое, зависит от тех действий тела, речи и ума, которые вы совершаете в настоящий момент времени. So this way, engage in skillful actions of body, speech, mind. This is one of the main practices of Dharma. И поэтому совершать искусственные действия тела, речи и ума являются одной из самых главных практик дхармы. Okay, and among these 3, body, speech, and mind, mental behavior, that is the most important in Buddhism. И среди этих 3 мы говорим о поведении тела, речи и ума. В буддизме самым важным считается поведение вашего ума. Mental behavior, nobody can see it. So each one have their own world, and some people, their inner world, mental behavior, horrible inner world. That's sad. Поведение нашего ума никто не видит, у каждого внутри есть собственный мир, и для многих этот внутренний мир, ментальное пространство является просто ужасным, и это очень печальная история. Because of such a horrible world, inner world, mental behavior, then this behavior, mental, harmful behavior, come from your speech, come from your body, and then in our side we have problem. Из-за ужасного внутреннего мира, из-за жуткого поведения на уровне ума у вас также возникает и вредоносное поведение речи, вредоносное поведение тела, и возникают и внешние проблемы. So this way, this inner behavior, behavior, negative behavior of the inner world, in mind, mental world,
behavior should be changed into pure behavior of mental world. И что касается вашего поведения во внутреннем мире, вашего ментального поведения, то его нужно заменить с вредоносного на чистое. Yeah, okay. This is very difficult. И это очень трудный момент. Yeah, this is the main purpose of Buddhist practice. That inner world, inner behavior, your mind, spontaneously, what you thought come love, compassion, kindness, only positive. And negative thought, even such bad conditions come, difficult to generate. Then that is the behavior, mental behavior. You are getting the result of your meditation. Это главная буддийская практика, когда какое бы условие ни возникало, даже если это очень тяжелое условие, внутри у вас не возникает, то есть вы сразу же спонтанно порождаете позитивное состояние, и вам очень трудно впасть в какое-то негативное состояние ума. И в этом случае это означает, что ваша медитация дает хорошие плоды. Yeah, Buddha, after a long period of meditation, he achieved such a inner mental behavior, very pure, very positive behavior mind. So whatever condition he faced, there is no one moment of negative emotion come in his mind. Что касается Будды, то после длительного периода медитации Будда настолько изменил свой внутренний мир, его внутреннее поведение на уровне ума стало настолько чистым, что с какими бы внешними условиями он не столкнулся, даже с какими-то очень плохими обстоятельствами, Mind don't get destroyed. Его ум не впадал в беспокойство. Mind don't generate one small moment of negative emotion. В уме не порождалось ни одного мгновения какой-либо негативной эмоции. One person so angry with Buddha, say so many bad things to Buddha. Однажды один человек очень сильно разгневался на Будду и начал обзывать Будду всевозможными дурными словами. So Buddha smiled and don't say anything, reply anything bad to him. Но на это Будда просто улыбался и ничего плохого не отвечал. His assistant Anand get angry and say bad thing, reply back. Помощник Будды Ананда разозлился и начал в ответ этому человеку приносить какие-то дурные слова. Then Buddha look at Anand. Buddha says, Anand, the person who he say me bad thing, don't upset me. You get angry, say bad to him. That make me upset. На это Будда повернулся к Ананде и сказал: Ананда, то, что этот человек на меня разгневался, что он меня обзывает, меня совершенно не огорчает, но вот тот факт, что ты разозлился и что ты обзываешь его дурными словами, это для меня действительно очень огорчительно. Then he didn't receive my teaching. He didn't meditate. You receive my teaching. You meditate. And if you react in such way, what's different between you and he? Он не получал моего учения, он не медитировал. Что касается тебя, то ты получал учение и медитировал. И если при этом в таких обстоятельствах ты ведешь себя точно так же, как он, то какая же тогда разница между им и тобой? When this person heard it, he was shocked that Buddha, instead of getting angry, is saying bad thing to him, he, scolded his disciple. He was shocked. Этот человек, который ругал Будду, был просто поражен, как же так произошло, что вместо того, чтобы Будда отругал его, на самом деле Будда ругал своего ученика. Then he went back and he was so upset and he was very regret. And then, whole night he was regret, and next morning he come to see Buddha. Этот человек вернулся к себе очень огорченный, он сильно пожалел о содеянном, и всю ночь у него оставалось это сожаление. Затем на утро он пришел для того, чтобы снова встретиться с Буддой. Then when he come and he, bowed down to Buddha and he said, "Please forgive me." Итак, когда он подошел к Будде, он поклонился и попросил: «Пожалуйста, простите меня». Buddha says, "Why I have to forgive you?" Будда спросил: почему за что мне нужно тебя прощать? Person to whom you say bad thing, he's gone. I am a person who looks like him. Того человека, о котором ты говорил всевозможное плохое, уже нет, а я лишь тот, кто похож на него. Person who say bad thing, it's also you. Person who say bad thing is also gone. You are person who looks like him. But... И того человека, который обзывал меня дурными словами, сейчас тоже уже нет, и ты лишь тот, кто похож на того человека. So from this impermanent point, there is no place for resentment.
there's no place that I forgive you. No, there's no. So this, second moment they don't exist. That person don't exist. He say continue to that person. That person who say bad doesn't exist in second moment. Таким образом, с точки зрения непостоянства, не остается места для обиды, не остается места для прощения. Что касается человека, который обзывал Будду всевозможными плохими словами, уже в следующий миг его не существует. Это просто как поток его продолжения. Then from the point of pure emptiness, then the person don't born and don't say anything, and you who listen don't hear anything. Just like an illusion. И что с точки зрения теории пустоты, тот человек, который произносит плохие слова, не рождался, и он не говорит ничего такого дурного, и нет того, кто бы слышал такие дурные слова, все это просто иллюзия. One big illusion is, how it appears. You think that such thing does exist, This is one illusion. Because we eat, then delusion come. Это большая иллюзия. Вам кажется, что все это есть, вы начинаете в это верить, что оно есть на самом деле, и из-за этого возникают все омрачения. In reality, there's no you, there's no friend, there's no enemy. It's just like a such how it appears to you doesn't exist, but doesn't mean that it doesn't exist at all. На самом деле нет ни у вас, ни друзей, ни врагов. Вам просто кажется, что все это существует, но с другой стороны это не означает, что всего этого нет вообще. So this in the middle part, very difficult to understand. This pure emptiness. И вот понять теорию пустоты вот таким образом, чтобы это соответствовало срединному пути, очень трудно. This is not easy. Even the great master of pastime, Bhava Vika, great philosopher, still he don't understand the middle path, person from the person point of view, because it's not easy. Because they see that there's a logical contradiction. Это совсем непросто. И бывало даже с великими мастерами прошлых времен, например, с Бхававикой, он также не мог осознать воззрение, такое срединное воззрение Будды с точки зрения, как мы говорим, воззрение прасангики, мадхьямики, поскольку при анализе возникает множество противоречий. If you don't analyze, then blind faith didn't understand the person very easily. If you analyze critically, then it looks like there's a contradiction. Если вы не анализируете, если у вас просто слепая вера, то это один случай. Но если вы подвергаете свой опыт анализу, если анализируете воззрение, то по-настоящему понять воззрение прасангики мадхьямики совсем непросто. Непросто, да? Okay. So that's where, inner behavior, your mind, instead of negative, all the time remain positive, and no matter whatever bad condition you face, these negative emotions don't generate. That is the perfect behavior of the mind. Итак, что касается вашего внутреннего мира, внутреннего поведения, оно у вас должно быть безупречным, и с какими бы плохими условиями вы ни сталкивались, у вас не должно порождаться никаких негативных эмоций, всегда должно оставаться позитивное состояние ума. Если вы этого добились, то ваше ментальное поведение стало безупречным. So that's why Buddhism, there's no emphasis in the behavior of speech and behavior of body. The most important is the behavior of mind. Таким образом, в буддизме нет какого-то особого упора на поведение тела или поведение речи. В буддизме самое главное – это поведение вашего ума. But in the Vinaya, from the monk and nun, there's some restriction about the wearing the dress, body behavior, this thing. It's also important, but that's not most important. В Винае существуют определенные правила для монахов, монахинь касательно стиля их одежды, в отношении их поведения, как вести себя на уровне тела. Такие правила есть, но они не самые главные. So, especially in Tantra, then behavior or the mental behavior most important. Verbal behavior and physical behavior can be anything, doesn't matter. The mental behavior, that's the most important. Особенно в тантре ментальное поведение является самым важным. Что касается поведения речи и тела, они могут быть какими угодно, но ментальное поведение – это самое главное. So that's why in a high level tantra practice, then this says physically you should appear, especially appear as a little bit crazy. Например, perfect mental behavior. Например, в тантрах высокого порядка говорится о том, что на физическом уровне вам иногда нужно специально проявлять себя как немного сумасшедший человек для того, чтобы добиться безупречного ментального поведения. Okay, yes, да? Okay, so that's where, at the beginning, you should have
emphasized on your verbal behavior and your physical behavior also important, So then when you reach higher level, then verbal and physical behavior not important, only mental behavior. Вначале вам также необходимо делать упор и на физическом поведении, на поведении вашей речи. Это также все важно, но когда вы достигаете уже очень высокого уровня, в этом случае ни поведение речи, ни поведение тела уже не играют особого значения. Самое главное – поведение вашего ума. That's why all these great masters, Mahasiddhi, Naropa, Tilopa, all these Mahasiddhi, at the beginning they are monk, have a very good physical behavior, very good, verbal behavior. Then later on, then when they engage in practice of tantra, then they emphasize only on mental behavior, and they appear to be a little bit, strange. Все великие мастера прошлого, Махасидхи, Наропа, Тилопа, вначале были монахами и вначале придерживались безупречного поведения тела и речи, но позже, когда переходили к практике тантры, они переносили упор полностью на поведение собственного ума, и в этом случае на уровне тела уже могли проявлять себя как немного ненормальные люди. Yeah, okay. So when you see the Mahasiddhi's photo, they dress a little bit strange, Yeah. Например, если вы посмотрите на изображение махасидхов прошлого, то вы можете обратить внимание, что они одеты как-то странно. Yeah, so all these Mahasiddhi, if you check it, at the beginning they are all perfect monk. Then, because of situation, they have time come to practice of tantra, then they are different. Ну, если вы проверите жизнеописание великих практиков махасидхов, вы обратите внимание, что все они вначале были монахами, но затем, когда пришел подходящий момент времени, они уже начали практиковать тантру, и в этом случае внешне уже проявляли себя по-другому. Okay, Okay, so in order to achieve the perfect behavior of mind, when you have achieved perfect, then later on spontaneously your behavior of speech will be perfect, behavior of your body will be perfect. Итак, если вы достигнете безупречного поведения своего ума, то позже и поведение вашей речи станет безупречным, и поведение вашего тела тоже станет безупречным. Because of the pure behavior, perfect behavior of body, speech, mind, your body, speech, mind transform into Buddha's body, speech, mind. You should understand this one. И вам нужно понимать, что благодаря безупречному, благодаря чистому поведению тела, речи и ума, ваше тело, речь и ум превратятся в тело, речь и ум Будды. So this the talking about the behavior. Итак, здесь мы с вами говорили о буддийском поведении. So in order to achieve the perfect behavior of body, speech, mind, faultless behavior of body, speech, mind, then meditation and view very important. Итак, для того, чтобы достичь безупречного поведения тела, речи и ума, чтобы обрести безошибочное поведение тела, речи и ума, очень важно обладать совершенным воззрением. Okay. So, in mind, you have to understand that my main target is not there to become something external. My main target is here, my body, speech, mind. Make it perfect. That's my main target. For that, I am meditating. For that, I am searching the view. Вам нужно понимать, что ваша главная цель находится не где-то снаружи, ваша главная цель внутри, в рамках вас, то есть безупречное поведение тела, речи и ума, и для того, чтобы их добиться, вы медитируете, и для этого вы также ищете воззрение. If I achieve perfect behavior of body, speech, mind, my body, speech, mind become transformed into Buddha's body, speech, mind. For what purpose? If you transform, for what I will gain benefit? И если я добьюсь безупречного поведения тела, речи и ума, то в этом случае мои тело, речь и ум превратятся в тело, речь и ум Будды. С какой целью, для каких результатов? Not for the one person I enjoy. For the purpose of all sentient beings, so that I can free them from suffering, lead them in the perfect behavior, body, speech, mind. И это предназначено не для того, чтобы я один индивидуально получал какое-то удовольствие, наслаждение. Это ради блага всех живых существ, для того, чтобы всех живых существ избавить от страданий и для того, чтобы их всех привести к состоянию безупречного поведения тела, речи и ума. For that purpose, then I should have a perfect behavior, body, speech, mind. For that purpose, I should engage in practice of meditation and collecting the view. Итак, ради этой цели мне необходимо обрести безупречное поведение тела, речи и ума, и ради этого мне необходимо устремиться к поиску медитации и поиску безупречного воззрения.
Are you interested? Вам интересно? Yeah. Okay. So, okay. Then meditation. What is meditation? Далее, медитация. Что такое медитация? Okay. So, meditation, Lama Tsongkhapa says, is a gom. Gom means familiarizing. Как говорил Лама Цонкапа, медитация – это слово «гом», а «гом» означает «освоение». What familiarizing? Освоение чего? Okay. Familiarizing with a positive way of thinking. Это освоение позитивного образа мышления. Why we have to familiarize with positive thinking? Почему нам необходимо осваивать позитивный образ мышления? To change our behavior, body, speech, and mind. Для того, чтобы изменить поведение своих тела, речи и ума. In samsara, because of ignorance, because of the familiar with a negative way of thinking in many previous lives, we have a very ugly inner world. В сансаре из-за неведения, из-за того, что мы привыкли к негативному образу мышления, привыкаем с безначальных времен, на протяжении очень многих жизней наш внутренний мир стал очень уродливым. This ugly inner way of thinking, this is samsaric mind. И этот уродливый внутренний образ мышления является сансарическим умом. So, why you are secret? What you are thinking, you don't tell, because you are ashamed of telling people what you are thinking. Например, почему у вас много секретов, почему вы не рассказываете людям о том, что вы думаете, потому что вам стыдно за свой образ мышления. So Bodhisattva and Buddha, they have no inner secret because they have a very healthy thinking. If they open it, it's even more beautiful. У Будды, бодхисаттв нет никаких секретов. Почему? Потому что они придерживаются очень здорового образа мышления, и если они раскрывают свои мысли, It's so beautiful. то они просто прекрасны. Very beautiful smile. Это как очень прекрасная улыбка. Yes, Nanda. So people with a very negative inner thinking, when they open the mouth, and I can smell the inner world. А что касается людей с очень негативным образом мышления, то стоит им только открыть свой рот, как я уже чувствую, какой исходит запах. Yeah, okay. And so terrible, smile. Запах внутреннего мира, он просто ужасен. Yeah, okay, yes, so this way, this ugly way of thinking, make your speech also ugly speech, and your outer behavior also ugly behavior. Уродливый образ мышления делает уродливой также и вашу речь, и внешнее поведение тоже становится уродливым. Что делаешь, а? Что получил? Зуб нормально, да? Не мешай, сиди, что ты делаешь? Нет, давно дело надо, сейчас время учения, что делаешь? Сиди. Все слышно, да? Это мешает, это все, день не надо, когда время учения. Okay, so, no, I forgot what I'm trying to say. Я забыл, о чем хотел вам сказать. Okay, yeah. So, okay, you speak a little louder, okay? Yeah. Okay. Our point, I forget the point. When people go here and there, then I get distracted. Когда люди ходят взад и вперед, меня это отвлекает, я забываю, о чем хотел сказать. They try to make the microphone a little bit better than this of the teaching. Они пытаются настроить получше микрофон, но мешают учению. Okay, yeah. Okay. So, we are talking about this one, inner behavior, Мы с вами говорили о внутреннем поведении. So this way, we have to change this inner behavior, inner way of thinking, your inner, we call, your inner world. Итак, нам необходимо изменить свой внутренний образ мышления, внутреннее поведение, то, что мы называем внутренним миром. Okay. This will change your outer world also. И это то, что изменит также и ваш внешний мир. Okay. Now, in order to change this inner world, inner behavior, mental behavior, then meditation very, very important. И для того, чтобы изменить этот свой внутренний мир, свое внутреннее ментальное поведение, очень важна медитация. So, meditation is making familiarizing
your mind with a positive way of thinking. That's called meditation. И медитация — это приучение своего ума к позитивному образу мышления. Это то, что буквально называется медитацией. So that's why there's a two way of familiarizing. One through one-point concentration, one through analytical meditation. That's why there's two meditation. Всего существует два способа такого освоения, такого приучения. Это один с помощью аналитической медитации, другой с помощью однонаправленного сосредоточения. So that's why, both of them equally important for changing the inner world. И тот, и другой способ одинаково важны с точки зрения изменения нашего внутреннего мира. You can't say, analytical meditation is more important than one-point concentration meditation. Or you can't say one-point concentration is more important. Both of them are interconnected. То есть вы не можете сказать, что аналитическая медитация важнее, чем однонаправленное сосредоточение, или не можете сказать, что однонаправленная концентрация важнее анализа. Все это играет одинаково важную роль. Better you have a one-point concentration, that much your analytic meditation became more penetrative, more powerful. Чем лучше ваше однонаправленное сосредоточение, тем с большим эффектом протекает ваша аналитическая медитация, становится более проницательной, более мощной. More your analytic meditation effective, that much your one-point concentration also improve. So these two, you should not negate one of them. Both of them very important, equally important. И чем в большей степени улучшается ваша аналитическая медитация, тем лучше становится и однонаправленное сосредоточение. Поэтому важна и та, и другая сторона. So, so that's why Lama Tsongkhapa and Namrim, they talk about the two meditation. One-point concentration meditation and analytic meditation. Например, в Ламриме Лама Цангкапа говорил о двух видах медитации. Это однонаправленная концентрация и также аналитическая медитация. Then, all this one-point concentration meditation, they are included in shamatha. All analytic meditation, they are included in vipassana. That's why Lama Tsongkhapa says, if something meditation, it must be you either shamatha or vipassana. That's very important. Все, что относится к однонаправленному сосредоточению, входит в категорию шаматха. Все, что относится к анализу, аналитической медитации, подпадает под раздел випашьяны. И поэтому Лама Цангкапа говорил о существовании двух этих главных разделов. Это в Ламриме, это шаматха и випашьяна. So we have to practice union of shamatha and vipassana. That's very important, not only shamatha. И нам необходимо практиковать союз шаматхи и випашьяны, не только одну шаматху. Это очень важно. We have to practice union of sutra and tantra, and not just sutra or not just tantra. This is very important. Также нам необходимо практиковать союз сутры и тантры. Не так, что наша практика — это только сутра или только тантра. Союз очень важен. Before Adisha come to Tibet, there is a Buddhism in Tibet, but there is no union of Sutra and Tantra. There is no union of Shamatha and Vipassana. До прихода Атиши в Тибете существовал буддизм, но при этом не было союза сутры и тантры, союза шаматхи и випашьяны. Instead, people in Tibet, they think that if you practice Sutra, then the Tantra is a contradiction. They criticize Tantra. Those who practice Tantra, they criticize Sutra. So instead of they are combining together, it became a contradiction to each other. Что было, это люди, которые практиковали сутру, считали, что в тантре есть противоречия, отбрасывали эту практику, а кто практиковал тантру, те отбрасывали сутру. Вместо того, чтобы объединить эти две практики вместе, они, наоборот, видели в них противоречия. So, Adisha is the master who come to Tibet. He combined the practice of Sutra and Tantra without contradiction, harmony, supporting each other. That's the very big discovery. Атиша — это тот мастер, который прибыл в Тибет и объединил практики сутры и тантры вместе, так что не осталось между ними никаких противоречий. Наоборот, они сосуществовали в гармонии, дополняли друг друга. Same thing in this modern technology. Why we have this advanced technology progress? Because of the
early scientists, many scientists, what they did, they combined the mathematics with the physics together. That's why technology come. Например, если говорить о нашем мире, о положении науки в нашем мире в настоящий момент времени, то почему сейчас мы достигаем высокого уровня технологического развития, почему появляется так много разных новых разработок, по той причине, что в прошлом ученые объединили вместе разные направления науки, например, физику и математику. If physics separate, if you practice only mathematics separate, then mathematics is just, calculation. It doesn't give you any result. Например, если бы физика существовала отдельно, а математика отдельно от нее, то она оставалась бы простым каким-то подсчетом на бумаге и не давала бы никакого результата. Physics without mathematics is also blind. They can't prove anything. They can't understand deeper. Физика без математики оставалась бы слепой, она ничего не могла бы доказать, не могла бы углубляться. So combinations of mathematics and physics is technology come. А на основе объединения физики и математики начали появляться технологические разработки. So if you look at the scientists who have create something new thing, what they did is they combine it. Without contradiction, they support each other. These two different concepts. Then became one very, very important, discovery. Например, если вы обратите внимание на то, каким образом происходит новое открытие, каким образом появляются новые технологии, то вы обнаружите, что они возникают благодаря тому, что ученый сумел объединить какие-то две концепции таким образом, что они не противоречили друг другу, а наоборот дополняли друг друга. Yes, okay. Same thing, Buddhism also. When Atisha come, he combined the Sutra and Tantra together. Without contradiction, they are harmony each other. Then people who practice it, then they achieve the unbelievable result. И таким же образом, когда Атиша прибыл в Тибет, он объединил сутру и тантру вместе и преподнес их так, что не существовало, между ними не осталось никаких противоречий, наоборот, они сосуществовали в гармонии, и благодаря практике этого союза сутры и тантры ученики достигали невероятных результатов. If you want result, powerful result in a short time, without combining the sutra and tantra, without combining the, method and wisdom, not possible. Если вы хотите достичь очень мощного результата и при этом за короткое время, то без объединения сутры и тантры, без объединения метода и мудрости, это будет невозможно. In order to combine it, you need to know each one of them detail, their mechanism. That's very important. Для того, чтобы произвести такое объединение, очень важно во всех подробностях знать механизм каждого из направлений. What is sutra? What is the man mechanism of sutra? What's the man message of the sutra? What is tantra? In tantra, what's the man mechanism of tantra? These two are very important. То есть, если вы смотрите на сутру, вы должны понимать, в чем состоит основной механизм сутры. Когда рассматриваете тантру, вы должны понимать основной механизм тантры и понять их значимость. Otherwise, you will say, I combine the sutra and tantra. I'm reciting mantra. This is tantra practice. Then I do some analytic meditation. This is sutra practice. Then you don't understand Dhamma properly. Иначе, если вы говорите, я в своей практике объединяю сутру и тантру, например, практика тантры, это я начитываю мантры, а что касается сутры, я провожу какую-то аналитическую медитацию, в этом случае у вас нет правильного понимания дхармы. Are you interested? Вам интересно? So that's very important. If you really effectively want to combine the sutra and tantra, and here change the behavior of your inner world, then knowing the essence mechanism of sutra, essence mechanism of tantra, very important. И так, если вы действительно хотите объединить в своей практике сутру и тантру, если вы хотите преобразовать, изменить свой внутренний мир, то для этого очень важно знать самый сущностный механизм сутры и также сущностный механизм тантры. I, because of kindness of spiritual master, know this concept, and during meditation, I combine these two, and I can tell you that, I don't have supernormal power, but my inner world became different. I can see. Благодаря доброте моего духовного наставника я знаю, в чем состоит сущностный механизм этих двух направлений. В своей практике я их объединяю вместе, и могу сказать, что это сутра и тантра, и хотя я не достигаю каких-то особенных сверхъестественных способностей, но могу сказать, что мой внутренний мир благодаря такой практике становится намного чище. And I have no shame to show my inner world to you.
И мне не стыдно продемонстрировать вам свой внутренний мир. Да? Sometimes when I in such a positive state of mind, then I feel that if people see my inner world, how good it would be. There's like I want to impress people sometimes. Например, иногда, когда я испытываю очень сильное позитивное состояние ума, я думаю, как бы было бы здорово, если бы другие люди увидели мой внутренний мир. Мне иногда хочется впечатлить. So instead of the secret, opposite, if how good if they see me, my inner world, you don't afraid, you feel happy if they see my inner world. Вместо того, чтобы держать все это в тайне, наоборот, когда вы испытываете позитивное состояние ума, вы думаете, как было бы хорошо, если бы другие люди смогли увидеть мой внутренний мир. То есть в этом случае вам нечего бояться, вы наоборот хотите это продемонстрировать. Yes, да? Okay. So such a, if you practice, we all have potential. We just know we don't have enough knowledge to practice it. У нас у всех есть соответствующий потенциал, просто в настоящий момент нам не хватает знаний для того, чтобы выполнять эту практику. If you look at read the textbook, without spiritual master, very difficult to understand essence of sutra and essence of tantra. Very difficult to understand. Например, если вы читаете книги без духовного наставника, в этом случае будет очень трудно понять механизм, какой механизм у сутры и какой механизм у тантры. Yes, да? Okay. Then one small practice you get lost there. In whole life you lost there. И есть риск, что вы потеряетесь в какой-то одной маленькой практике и всю свою жизнь посвятите этому маленькому направлению. Yeah, да? Nowadays in Tibetan society, there is people saying that I am Chö practice now. Например, в наше время в тибетском обществе находятся люди, которые говорят, я практик чода. Yeah, then dress strangely, shapka and big damaru, and then whole life damaru play and stay there in this practice. Странно одеваются, надевают шапку, берут большой дамару и всю свою жизнь проводят вот в игре в дамару и так далее. И так достаточно странно. Then some group of people say, I am 6-yoga Naropa practitioner, yogi. А есть такая группа людей, которые говорят, я практик 6 йог Наропы, я йогин. Then stay in a cold place, and when they don't get frozen, then they think that they have achieved realization. Они уходят в какое-то холодное место, пребывают там долгое время. Если не замерзают, то начинают думать, что достигли каких-то высоких реализаций. Okay, so recently in YouTube I saw one monk, monk, he says that some physical exercise of yoga. He says, every day I do 2 hours of this yoga. Yeah, he says. Недавно на YouTube я видел видеоролик, где один монах говорил, что практикует 6 йог Наропы, физические упражнения, и вот он сказал, что каждый день 2 часа я посвящаю этим занятиям. And I think, 2 hours every day in just this physical exercise, what is jalka, I say, instead, 2 hours meditate on renunciation, bodhicitta, wisdom, how good it would be. Я подумал, что как же это жалко, что каждый день целые 2 часа уходит на простые физические упражнения, если бы вместо этого он мог развивать отречение, бодхичитту, мудрость, познающую пустоту, как бы это было замечательно. Как это? 2 часа каждый день заниматься, что-то там прыгай, да? Okay. Then he says, they say levitation. I thought, how is levitation? He jump up and fell down. And then this is levitation. So this is детский буддизм. И вот он также говорил о левитации. Мне захотелось посмотреть, как именно он будет левитировать. И оказалось, что он просто подпрыгивал, складывал ноги в воздухе и падал вниз. Но я подумал, что какая же это левитация, что-то детское. Then I saw other, European people, they jump much better than them, В этом случае я видел, как некоторые европейцы прыгают намного лучше, чем Okay, so that's why when you don't get the essence of the teaching, there is very danger. Even you meet Buddhism, you get lost in small part of practice. И поэтому, если вы не знаете самого сущностного учения, то в этом случае остается риск, что если вы встретились с буддизмом, то потеряетесь, полностью уйдете в какую-то одну очень маленькую практику. Yeah, okay. Then I am philosopher. Whole life study philosophy, debate, waste of time. Другие говорят, я философ, всю свою жизнь изучают философию, все время проводят диспуты. Это тоже пустая трата времени. Debate. If they win, see, it's like a result. And then became arrogant. Так они все время дебатируют, и если выигрывают, то думают, что достигли какого-то особого большого, хорошего результата, становятся более высокомерными. So
Why Milarepa achieved Buddhahood in one lifetime? Because he received the essence teaching from his master Marpa and the quite essential teaching, complete Sutra and Tantra. He practiced and achieved Buddhahood in one lifetime. Почему Миларепа достиг состояния Будды за одну жизнь? Потому что у своего духовного наставника Марпы он получил самую суть буддийского учения, самое сущностное положение сутры и тантры, практиковал их и поэтому достиг очень особенных результатов. Then in Tongten Jambe Singh Gilupo Master, 18 still Buddha in one lifetime, because Lama Tsongkhapa give him the pit instruction. Топтен Джампа Сенгье, один из гилпинских мастеров, также достиг состояния Будды за одну жизнь, потому что Лама Цангкапа передал ему сущностное наставление. When Sabha lineage instruction, Lama Tsongkhapa didn't give publicly everybody. He gave to Tongten Jambe Singh, and he meditated. He passed down from year to year to his disciple, and then they meditated in achieve realization. И Лама Цангкапа не передавал сущностные инструкции линии Венсапы на широкую публику, он передавал их в тайне, дал своему ученику Топтену Джампу Сенгье, тот также практиковал эти наставления и по непрерывной линии передавал своим ученикам. Okay. So, that's called pit instructions, essential teaching. Это то, что называется сущностными инструкциями, самая суть учения. Okay. So, how Lama Tsongkhapa received this pit instruction, essence teaching of the Sutra and Tantra from Manjushri? Каким образом Лама Цангкапа получил такие инструкции, самую суть сутры и тантры, напрямую от божества Манджушри? Lama Tsongkhapa asked Manjushri, if somebody want to attain Buddhahood in one lifetime, so how is possible? How one should practice it? И вот однажды Лама Цангкапа задал Манджушри такой вопрос: если практик хочет за одну жизнь достичь состояния Будды, как он должен выполнять свою практику? So Lama Tsongkhapa can see Manjushri like a human to human, directly. Лама Цангкапа мог видеть, созерцать божество Манджушри так же, как один человек видит другого напрямую. So Manjushri, what he replied? И что на это ответил Манджушри? So this is the Buddhist, bomb for the destroying the delusion coming from your mind. This is the bomb. Я могу сказать, что это буддийская бомба, которая может полностью уничтожить все мрачения вашего ума. When Manjushri replied to Lama Tsongkhapa, then I said, this is a Buddhist bomb to destroy the delusion coming from your mind. И когда я услышал ответ, который Манджушри дал Ламе Цангкапе, я подумал, что это и есть буддийская бомба, которая может, разорвавшись, уничтожить все мрачения в вашем уме. Yes, да? Okay. Manjushri says, if you want to administer the Buddhahood in one lifetime, just pray and just, hoping something expecting something from others to come. It's wrong, You have to create the direct cause of the Dharmakaya and direct cause of the Rupakaya. Манджушри сказал Ламе Цангкапе, если есть желание достичь состояния Будды за одну жизнь, то в этом случае просто молиться или просто ждать, что результат придет откуда-то извне, это пустая трата времени. То, что необходимо сделать, это создать прямые причины Рупакаи и прямые причины Дхармакаи. So, is direct cause of the Rupakaya. Rupakaya means Buddha's form body. Dharmakaya means Buddha's, mental body. Итак, существует два тела Будды, Рупакая и Дхармакая. Рупакая – это тело формы Будды, а Дхармакая – это тело ума Будды. Okay. Yes, so, direct cause to the Dharmakaya and direct cause to the Rupakaya, explained only in Tantra, not in Sutra. That's the one very important point you should understand. Есть очень важный момент, который вам необходимо понять, что прямые причины Рупакаи и прямые причины Дхармакаи изложены только в тантрах, а в сутрах об этом речи не идет. In Sutra, they talk about the creating cause of Dharmakaya and Rupakaya. But that is an indirect cause. There is no direct cause explained in Sutra. В сутрах также говорится о причинах Дхармакаи и Рупакаи, о достижении состояния Будды, но при этом речь идет о косвенных, непрямых причинах. А что касается прямых причин, о них не говорится. Thus, strictly from the point of Tantra, you can identify the Buddhahood only through Tantra. Sutra practitioner
At the end, they have to come to practice tantra and instead Buddha. So only through the impossible become Buddha. That's true. Поэтому, если говорить строго с точки зрения тантры, то состояние Будды можно достичь только на основе практики тантры. Для тех, кто практикует сутру, все равно в конце концов придется на каком-то этапе перейти к практике тантры, а иначе состояние Будды не достичь. So you may think of tantra. That is a clear light and illusory body. Clear light, meaning clear. There is also example clear light, meaning clear. Meaning clear light is a direct cause to Dharmakaya. And illusory body, there is pure, impure. Pure illusory body, that is a direct cause to Rupakaya. Итак, в тантрах говорится о таких прямых причинах обретения Рупакая и Дхармакая, как ясный свет и иллюзорное тело, но ясный свет бывает ясным светом по подобию, ясным светом по сути. Прямая причина Дхармакая – это ясный свет по сути, а что касается иллюзорного тела, оно также может быть чистым и нечистым, и прямая причина Рупакая Будды – это чистое иллюзорное тело. So, in order to achieve these two direct cause, clear light and illusory body, one need a foundation practice. И Манджушри говорил, что для обретения таких двух прямых причин ясного света и иллюзорного тела необходимо заложить фундаментальную практику. That is a example clear light and impure illusory body. Это ясный свет по подобию и также нечистое иллюзорное тело. That also depend on the mental isolation, practice of mental isolation. Их обретение, в свою очередь, зависит от ментальной изоляции. So, okay, mental isolation. Mental isolation is a mental isolation. Mental isolation depends on the speech isolation and body isolation. Что касается изоляции вашего ума, то она зависит от изоляции речи и также изоляции тела. So, isolation means what? Isolations of the mental isolation means this mentally impure thought and all this that should be dissolved into just clean every state of mind. Что касается изоляции вашего ума, то это означает, что всевозможные нечистые концептуальные мысли необходимо растворить в ясном и осознанном состоянии ума. So the isolation is a mind not wandering outside. Remain in one point and just clear every state of mind. И изоляция здесь означает, что ум не блуждает по сторонам, а при этом однонаправленно сконцентрирован на ясном и осознанном состоянии. Yes, Nanda. Okay. That also depend on in order to achieve effectively, speech isolation. Speech isolation is talking about this one. Speech isolation is no any ordinary speech, only pure speech. Everything, even you breathe inside, it became a mantra. Эта практика, в свою очередь, зависит от изоляции речи, а изоляция речи означает, что у вас не остается никакой обыденной, загрязненной речи, что ваша речь становится полностью чистой, даже движение ветров ваших энергий становится подобными звуку мантры. So that's why Yamanta is talking about the Vajra recitation. They are speech isolation. И поэтому в тантре Ямантаки говорится о важном начитывании. Это относится к изоляции речи. They are all equally important. И все это одинаково важно. Then that also depend on the body isolation. Эта изоляция, в свою очередь, зависит от изоляции вашего тела. Body isolation is your body and the place you stay, ordinary body, ordinary place, dissolve into spirit emptiness. On that absence, you appear in the form of deity and the environment at mandala. That is body isolation. Что касается изоляции тела, то это означает, что ваше обыденное тело и ваше обыденное окружение, весь мир вокруг вас растворяются в сфере пустоты, и из сферы пустоты ваше тело является как тело божества, а окружение как мандала. So when you do Yamandala sadhana, you are creating the indirect cause of the, you are creating the cause of it in future achieving the illusory body and clear light. Таким образом, когда вы практикуете садхану Ямантаки, когда вы привносите трикаю на путь, вы тем самым закладываете причины вашего будущего обретения ясного света и иллюзорного тела. Because of it, you attain the state of Buddha. А благодаря этому вы достигнете состояния Будды. So that's why taking three kind path,
Kirim practice, very, very important for the, ripening the dzogchen practice. Поэтому при внесении 3 кай на путь практика кирим очень-очень важна для того, чтобы привести себя к созреванию до стадии дзангрим. Okay, so body isolation, half body isolation is a kirim practice, half body isolation is a dzogchen practice. You should understand. И кроме этого, вам нужно понимать, что половина практики изоляции тела относится к стадии кирим, а половина практики изоляции тела – это стадия дзангрим. Are you interested? Вам интересно? Actually, they are not allowed, so when you show me interest, I have to tell this. На самом деле мне не разрешается давать такие инструкции, но вы проявляете интерес, и мне приходится это делать. Yes, your eye became bigger. Okay, so through Yamantaka Tantra, when you take the 3 kind path in the form of Yamantaka, and does it say, body isolation, killing body isolation? Итак, в тантре Ямантаки, когда вы привносите 3 кай на путь, это является изоляцией тела, это изоляция тела в стадии кирим. Now, you should understand the border difference between the dzogchen and kirim practice. Border. What's the border? И также вам необходимо понимать, каков критерий, вот это отличие, вот это барьер, граница между стадией кирим и стадией дзангрим. If you want to understand combine the practice of Sutta and Tantra, you should understand what is the border difference between the Sutta and Tantra. This is very important to combine. Также, если вы хотите объединить в практике сутру и тантру, вам важно понимать, очень точно понимать, что является границей сутры между сутрой и тантрой. Для объединения это играет очень важную роль. More you have a knowledge, better knowledge, that much your meditation will be effective. Чем более хорошими являются ваши знания, тем более эффективной будет становиться медитация. When I do retreat, and during the post session, I read book. When I read book, when I find a new idea, then my meditation became even more effective. So, better knowledge you have, that much effective practice you become. Когда я медитирую, в перерывах между сессиями я читаю книги, и если я обнаруживаю какое-то новое знание, новую идею, я тут же применяю ее в медитации, и медитация становится более эффективной. Таким образом, чем большими знаниями вы обладаете, тем более хорошей становится ваша медитация. Lama Tsongkhapa says, if you practice Dharma, if you meditate very intensively, very forcing yourself, you don't get the result. Лама Цангапа говорил, что если вы практикуете дхарму очень интенсивно, так принудительно все время заставляете себя, подталкиваете, вы не достигнете хорошего результата. If you meditate with a, skillfully, with a, with the help of wisdom, it will be very big progress. Но если вы практикуете искусно, применяя мудрость, в этом случае вы достигнете особого прогресса. So that's why meditation, skill, knowledge, very, very important for those people who want to meditate. Поэтому медитация, искусность, знания, все это играет очень важную роль для тех, кто действительно хочет медитировать. Lama Tsongkhapa wrote very detailed teaching on Lamrim, where he wrote up on the mountain where he's meditating. Лама Цангапа написал обширное учение по Ламриму, где именно это происходило. Это было в пещере, в горах, где он медитировал. Up on the mountain, he wrote detailed teaching on the Lamrim, how to meditate. He says, I wrote these texts not for those people who want to become scholar, for those who want to meditate, want to subdue the mind. For them, I will reading this detail because you need to know how to subdue the mind. И таким образом все обширные наставления по Ламриму Лама Цангапа написал, находясь в медитации в пещере в горах, и он говорил, что я составляю этот текст не для тех, кто хочет стать учеными, а для тех, кто хочет медитировать, и вот поэтому для медитации очень важно знать все подробные наставления. Okay, so that's where, from one side, meditation very important. Another side, knowledge very, very important. With the brilliant mind, if you meditate, there's nothing is not possible. И поэтому, с одной стороны, очень важна медитация, а с другой стороны, важно обладать знанием дхармы. Если вы медитируете, обладая блестящими ментальными способностями, то результат будет невероятный. How you can have a brilliant mind and knowing all these things, detail, different, all this different, detail. А каким образом вам обрести такой блестящий ум? Вы можете этого добиться благодаря тому, что все возможные области вы знаете во всех подробностях. Okay. In terms of view, Prasangi Madhyam view,
Sutra Madhyamaka view, Chitamatra, they're different. What's the difference? Subtle different. Everything you know it. Then meditation very easy. Например, если говорить о воззрении, то вы, когда вы очень точно знаете, каковы положения школы Прасангика Мадхьямика, чем это воззрение отличается от Сватантрики Мадхьямики, каковы положения Читаматры и так далее, то в этом случае вы с легкостью сможете медитировать на воззрение. Otherwise, if you don't understand that object negation properly, then no matter how much you analyze, it's not a discovering emptiness. Иначе, если у вас нет точного понимания объекта отрицания, сколько бы вы ни проводили анализ, это не будет освоением теории пустоты. Sometimes one says quantum physics, they are close to understand the theory of emptiness. I say, this one I can't agree. Quantum physics, they can't understand theory of emptiness. Иногда его святейшество Далай-Лама говорит о том, что квантовая физика уже очень близка к пониманию теории пустоты. Я могу сказать, что я не соглашаюсь с этим моментом. Я думаю, что квантовая физика еще очень далека от теории пустоты. It's only say just because these quantum physics people, they get interested in Buddhism. But in order to understand theory of emptiness, quantum physics, they don't know anything about the object of negation. So how they can understand theory of emptiness? Его святейшество говорит такое, потому что есть многие ученые в области квантовой физики, которых сейчас интересует буддизм, но что касается понимания теории пустоты в квантовой физике, то для этого в первую очередь необходимо точно понимать объект отрицания, а квантовые физики не знают, что это такое, как же они могут приблизиться к пониманию пустоты? What quantum physics, they analyze the matter, they analyze, they say this matter, how it appears, we can't find it. Например, каким образом... They can't find it, then it doesn't exist there outside. Что именно изучает квантовая физика? Она исследует материю, и в квантовой физике приходит к выводу, что ничто внешнее не существует в таком виде, в каком представляется нам, и... This is not theory of emptiness. Но это не теория пустоты. For example, oil, if you remove the skin, slowly disappear, you don't find the oil. In a small children, no, there's no, there's small children, then they will say, if you search, you don't find the oil also. Например, если вы возьмете луковицу, вот они говорят, что если начать чистить луковицу, в конце концов вы полностью снимете всю так слой за слоем, и ничего не останется. То есть, если искать, лука тоже не найти, но это, знаете, даже... Это не теория пустоты. If you don't understand object negation properly, searching it in that way, each skin you remove, then you will say, oil doesn't exist at all. This is nihilism. Например, если вы исследуете теорию пустоты, вот, например, этого лука, когда вы снимаете... Если у вас нет правильного понимания объекта отрицания... Если вы вот так снимаете слой за слоем лук, очищаете лук, то он у вас полностью исчезнет, и вы придете к выводу, что лука нет вообще. В этом случае... Это нигилизм. Not only quantum physics, even small children, if you search for it, you don't find it. That's not true emptiness. Ну, так это понятно не только ученым в области квантовой физики, но также и маленьким детям. Если вы таким образом производите поиск, то ничего не обнаружится, вы ничего не найдете, но это не теория пустоты. Да, small children, your body is who is you. Your head is you. Your stomach is you. Your mind is you. No. Then they say, I doesn't exist. This is not true emptiness. Например, если вы спросите у ребенка, вот голова, например, это не ты, твое тело это не ты, руки, ноги и так далее, твой ум это тоже не ты, тогда это означает, что тебя нет вообще. Да, this is nihilism. Но это не нигилизм. This is not theory of emptiness. Это не теория пустоты. Ясно, да? Okay, so that's why object of negation, very difficult. And that's why Prasanga Madhyamika, Sutta Madhyamika, their object negation is different. So there's a big debate on it because it's very dangerous, If you make a little bit bigger object negation, it became a, nihilism. If you become a less object negation, then still absolutism stay there. Итак, объекты отрицания отличаются, и поэтому проводятся очень большие споры, диспуты на тему объекта отрицания с точки зрения прасангики Мадхьямики и сватантрики Мадхьямики. Это совсем непросто, потому что если объект отрицания становится чуть больше, то это уже нигилизм, а если чуть меньше, то это этернализм. Eternism, yes, да? Okay, so that's why for meditation, this, know anything very precisely for meditation,
just one small syllogism, you can remain in the theory emptiness. Итак, для медитации, если вы все эти моменты понимаете во всех деталях, то вам достаточно одного силлогизма для того, чтобы уже прийти к пониманию теории пустоты. Понятно? So, Yamantaka Tantra, there is all phenomena, as level by thought is empty. This is syllogism. В тантре Ямантаки говорится, что все феномены, поскольку являются простым ментальным обозначением, пусты от самого бытия, это силлогизм. This is syllogism. So, person with a very good understanding of object negation, then this syllogism, then you can remain in the emptiness, which is free of actualism and nihilism. That's the real measure in emptiness. Для человека, который хорошо понимает силлогизмы, объекты отрицания, он может использовать этот силлогизм и в этом случае пребывать на теории, на понимании пустоты, на пустоте, свободной от крайности нигилизма и этернализма, и это будет медитация на пустоту. So, syllogism, in Madhyamaka Avatara, Chandrakriti, as is very important. So that's why there's one separate chapter on the, negating the self. Но поскольку силлогизмы играют очень важную роль в исследовании теории пустоты, в Мадхьямика Аватаре Чандракирти посвятил отдельную главу исследованию negating the I. Отбрасыванию «я». Yeah, that? Okay. So, in this negating I, then they use 5 different types of syllogism to negate the inherent I. Для отбрасывания «я» используется 5 различных силлогизмов, чтобы отвергнуть самосущее «я». And that through syllogism, how you can, you can see things more clear than your eye see the cup. С помощью силлогизмов вы будете способны увидеть явления намного четче, чем вы способны увидеть их своими собственными глазами. Our eye organ, you say, this is direct cognition, but still it can have a deception. Например, наши зрительные органы, глаза – это способ прямого восприятия, но тем не менее все равно вас можно обмануть. Понятно? Okay. Syllogism impossible to see. А что касается силлогизма, то вот если вы применяете его, то обмануть вас уже невозможно. In order to achieve such a syllogism very clearly, then Pramanadikara, logic, what is the valid cognition, what is not valid cognition. This is very important. И для того, чтобы так владеть силлогизмами, очень важно изучать логику, праманавартику и знать, что относится к области достоверных силлогизмов и что является недостоверными силлогизмами. Okay, now. Yes, okay. Now we'll come back to the point. А теперь вернемся к нашей теме. So as they are all connected, so I have to talk every field, without connecting them. You can't talk, you can't practice properly. Поскольку все эти вещи взаимосвязаны, мне приходится говорить о всех этих областях, потому что без этого вы не сможете практиковать как полагается. Regarding syllogism, there's 5 syllogisms. The king of syllogism is one is the, king of syllogism. That's called syllogism divine rising. Среди 5 силлогизмов есть один, который называется царем силлогизмов. Это силлогизм о взаимозависимости. So, Yamantaka Tantra use this, king of syllogism, divine rising, and then, people with a good understanding, this, in sadhana, is mentioned in sadhana, this is syllogism. And people who have a good understanding, just remember this syllogism, they can remain in the, remain in the sphere emptiness. В садхане Ямантаки используются такие слова, которые как раз являются выражением этого главного силлогизма о взаимозависимости, вот этого царя силлогизмов. И для тех, кто хорошо понимает вот эту область силлогизмов, просто простое произнесение этих слов уже позволяет оказаться в сфере пустоты. In my case, when I have memorized the sadhana. When you take the Dharmakaya path, when I remember this word, all phenomena by all phenomena was leveled by as all phenomena level, I thought they are empty in existence. That's enough for me to remain in the double conviction emptiness, theory emptiness. Например, в моем случае, когда я практикую садхану Ямантаки и привношу Дхармакаю на путь, для меня достаточно просто вспомнить эти слова, что все феномены, поскольку являются простыми обозначениями мыслью, пусты от самого бытия, этого уже достаточно для того, чтобы осознать пустоту в этот момент. Then, sign of your effective understanding is that then tear come from your eye, and your concept, don't wander here and there. Your concept slowly withdraw inside your mind, and mind became more and more subtle.
признак того, что вы достигли правильного понимания, будет состоять в том, что у вас из If глаз, you're taking Dhammakaya path properly, если вы правильно приносите Дхармакаю на путь, у вас из глаз потекут слезы, и кроме этого у вас не будет появляться блуждание ума, а ум будет постепенно собираться внутри и становиться все тоньше и тоньше. when mind became as subtle and subtle, then when slowly wind entered the central channel, then, in Sutra, sometimes they talk about when there's a mental dullness, you put observation a little bit high. When there's mental wandering, put it down. You don't need this thing. They are talking about the gross mind developing shamatha. In Tantra, it's a unique in meditation. So, this old technique, you don't need it. Например, если вы практикуете таким образом, что у вас постепенно ум становится тоньше и тоньше, то у вас в какой-то момент произойдет сбор всех энергий ветра в центральном канале. И что касается этого момента, то хотя в сутрах при медитации на развитие однонаправленной концентрации говорится, что в случае, например, блуждания ума нужно объект медитации немножко опустить. Если у вас притупленность, то нужно, наоборот, его немного приподнять. Но здесь говорится о медитации с помощью грубого ума, а при практике тантры эти техники не нужны. Because of the uniqueness. Благодаря уникальности. Okay. So that's why there's so many things when you have a better technique, so many small techniques, you don't need it. Существуют такие моменты, когда, если вы знаете основные техники, то всевозможные мелкие моменты уже для вас не важны. So now this smartphone, when you have it, you don't need separate calculator. Everything's there. Watch you don't need, Например, если сейчас у вас есть при себе смартфон, то не нужно уже отдельно носить с собой калькулятор или часы. Everything in one phone. Все это есть у вас уже в одном телефоне. Okay. So like that, Tantra is like that. It's a one small package, everything's there. Итак, тантра это как такой комплект, как вот смартфон, в котором есть все. Okay, yeah. Well, now come back to point. А теперь вернемся к нашей теме. Now, Kerim and Dzogrim is like that. First, you should understand the difference between Sutra and Tantra. If you understand the difference between Kerim and Dzogrim, first you should understand the difference between Sutra and Tantra. Если вы хотите понять разницу между Керимом и Дзогримом, вначале нужно очень точно понять, чем сутра отличается от тантры. Sutra and Tantra, before Lama Tsongkhapa come, there's no clear definition. What's the difference between Sutra and Tantra? До прихода Ламы Цангкапы не было точного определения, чтобы установить вот эту границу между сутрой и тантрой. Because of this, then Sutra and Tantra, you can't combine them together properly, effectively. Из-за этого не было способности эффективного объединения сутры и тантры. Okay. Lama Tsongkhapa in great part of Tantra. Лама Цангкапа в великих путях тантры, по поэтапном пути тантры. So this text, in this text, Lama Tsongkhapa wrote detail about the 4 classes of Tantra. В этом тексте Лама Цангкапа очень подробно описал 4 класса тантры. And different between these 4 classes of Tantra and different between Sutra and Tantra. И также объяснил, каковы различия между 4 классами тантры, и также чем сутра отличается от тантры. So in this, Lama Tsongkhapa says, difference between Sutra and Tantra is that, come from the Deity Yoga. Итак, что касается этого текста Нагрима Ченну, Лама Цангкапа объясняет в нем, что сутра и тантра отличаются с точки зрения йоги божества. One is through Deity Yoga, different come from the Sutra, not with Bodhisattva. Wisdom and emptiness same, no different from Sutra and Tantra. То есть только с точки зрения йоги божества можно объяснить, чем сутра отличается от тантры, поскольку все остальное, и бодхичитта, и теория пустоты, у них одинаковы. Okay, so Tantra view and Sutra view, there's no separate. They are same view, no different. И не существует какого-то отдельного воззрения сутры или отдельного воззрения тантры, между ними нет никакой разницы. View is not, there is no different, but from the subjective view, which cognizes emptiness. Sutra, gross mind, cognizes emptiness. Tantra, most of the mind, clear and cognizes. That's different. Итак, нет разницы между воззрениями сутры и тантры, но с точки зрения вот этого субъективного момента воззрения, в сутре пустота познается с помощью грубого ума, а в тантре для познания пустоты используется ум наитончайший. That is called clear light.
который называется ясным светом. да? Хорошо? Да? Okay. So deity yoga is what is deity yoga? Deity yoga is from the sphere of emptiness you appear in form of deity. Итак, что такое йога божества? Йога божества — это когда из сферы пустоты вы являетесь как божество. Okay. So in order to practice deity yoga, theory of emptiness is very important. In order to understand the theory of emptiness, cognize the emptiness, you need syllogism. Итак, для практики йоги божества очень важно обладать пониманием теории пустоты, а для познания пустоты очень важно эффективно использовать силлогизм. Without syllogism, you think you cognize emptiness, you don't cognize emptiness. Syllogism is very necessary. Без силлогизмов вы можете думать, что познали пустоту, но это не будет подлинным познанием, поэтому силлогизмы здесь совершенно необходимы. Even you have syllogism, if you don't understand the object negation precisely, then even you know the syllogism very properly, still you don't cognize emptiness. Но даже если вы знаете, каков силлогизм, но у вас нет точного понимания объекта отрицания, то даже при использовании этого силлогизма вы не обретете подлинного точного понимания пустоты. Okay. So, example, what is a syllogism? Syllogism like a microscope. Если приводить пример, то силлогизм — это как микроскоп, с помощью которого проводится исследование. What is object negation? Object negation is for example, coronavirus. The characteristics of coronavirus, if you know very clearly, that is object negation. А что такое объект отрицания? Ну, как пример, это коронавирус. Если вы знаете все характеристики коронавируса, то очень точно понимаете, каков этот объект отрицания. Then in this blood with a syllogism microscope, if you know the characteristics of coronavirus, you can say this blood is the absence of coronavirus. Итак, например, когда вы исследуете какой-то образец крови, то вы применяете микроскоп, как мы сравнивали с силлогизмом, и с помощью этого микроскопа проверяете и говорите, что в этом образце крови коронавирус. To understand the object negation properly. На основе ясного понимания объекта отрицания. Okay, then this coronavirus, which is the coronavirus exists in this blood or not, then you say this blood is absence of coronavirus. Вы проверяете, присутствует коронавирус в этой крови или нет, и, используя этот микроскоп, вы приходите к выводу, что в этом образце крови коронавируса нет. Это понятно? Okay, this is cognition. И это познание. Понятно? Otherwise, without test, you say, I don't know coronavirus, it's essential. А иначе, если без всяких анализов, без теста, вы просто говорите, у меня нет коронавируса, это будет простым предположением. Ясно, да? Okay, so at moment you understand just like a полагай. И на данный момент ваше понимание теории пустоты, это просто как предположение. Да? Because when I stay in this emptiness, I feel very peaceful. This is not syllogism. Например, вы говорите, что поскольку я, когда пребываю в пустоте, чувствую себя очень спокойно, умиротворенно, это не силлогизм. Не силлогизм, ясно, да? Это детский силлогизм. Хорошо, ясно, да? So in this way, all these are very, very necessary. Так, все эти моменты очень-очень важны. All these texts written by the great master, they are all for meditation. Object negation, knowing very precisely. Prasangi Madhyamika, Suttanti Madhyamika, Chittamatra, then Suttantika, Vibhashika school, they are object negation of the. If you know it, then each lower school object negation there grows. You can understand much easier. Then you can understand the object negation which is present by Prasangi. That's why all this philosophy school very important. Итак, для медитации очень важны все эти подробности и также изучение объектов отрицания с точки зрения разных школ, и не только школы с Мадхьямика Прасангика, но и школы Сватантрика Мадхьямика, школы Читтаматра, и также, что касается более низших школ, в Абхашке и Сутантрике, понять, каков их объект отрицания проще, поэтому у нас потому что это более грубый объект отрицания. Gross object negation you can cognize much easier. Then go down. Don't immediately jump into personal memory. That's wrong. Step by step. Более грубый объект отрицания понять проще, и поэтому вначале начните с этого, а затем постепенно переходите к другим более высоким воззрениям, не перепрыгивайте сразу же к прасангике Мадхьямики. So they are all for the practice of tantra. И все это необходимо для практики тантры. Because the practice of tantra start from the, Tantra practice start from the emptiness. Практика тантры начинается с теории пустоты. Okay. And end with the theory of emptiness. И завершается также теорией пустоты. So this way, tantra whole practice, offering everything what you do is they are all manifestations of the theory of emptiness.
В тантре, что бы вы ни делали, вы подносите... In the deity and this thing, you as a deity, mandal, everything, this is a manifestation of emptiness. Вы как божество, вокруг вас мандала, вы делаете подношения и так далее. Все это является проявлением пустоты. Even reciting mantra, they are manifestation of emptiness. Даже начитывание мантры является проявлением пустоты. Пустота, понятно? So that's where this theory of emptiness, in order to become a practice, real practice tantra, it should be induced by bodhicitta. Для того, чтобы действительно стать настоящим практиком тантры, ваше понимание теории пустоты должно быть побуждаемо бодхичиттой. Понятно? So, motivation, bodhicitta, in order to free all things from suffering, live in perfect happiness, I am practicing. Мотивация должна быть бодхичитта, и для того, чтобы всех живых существ привести к безупречному счастью, чтобы избавить их от страданий, вы практикуете тантру, то есть забота должна быть о всех живых существах. In order to understand the perfect happiness, what is perfect happiness? Then you need renunciation. Чтобы понять, что такое безупречное счастье, в качестве основы вам необходимо отречение. What is the real suffering? In order to understand the whole problem of suffering, free all things from the not only suffering, whole problem of suffering, you need to renunciate. You need to understand Four Noble Truth teaching. Чтобы понять, что такое настоящее страдание, это всепроникающее страдание, и чтобы пожелать всех живых существ освободить от такого всепроникающего страдания, вам нужно хорошо понимать учение по 4 благородным истинам. So, basis of practice of tantra, Four Noble Truth. Таким образом, основа практики тантры – это 4 благородные истины. Okay. In order for me to free from suffering, achieve the perfect happiness, not only me, all sentient beings, then I want to practice tantra. Then, practice tantra. Для того, чтобы мне избавиться от всепроникающего страдания, чтобы достичь безупречного счастья, не только мне, но и чтобы помочь в этом всем живым существам, я практикую тантру. So, Four Noble Truth teaching, teaching from an entity, function, then function result, very, very important for the practice of tantra. И поэтому 4 благородные истины и с точки зрения сущности, с точки зрения функции, а также с точки зрения функции результата очень-очень важны для практики тантры. When you have all this foundation properly, then you are combining sutra and tantra properly. Когда у вас есть правильный фундамент такого вида, вы сможете правильным образом объединить сутру и тантру. Background, basic teaching of Buddha in Sutra, that is the teaching of Four Noble Truth and Bodhicitta. Что касается самой основы, самой базы учения Будды, это учение сутры, посвященное теории пустоты и бодхичитте. 4 благородным истинам, бодхичитте and wisdom cognitive emptiness. These three are the essence of the sutra. И мудрости, познающие пустоту, вот эти 3 аспекта, это самая суть сутры. Самая суть сутры, понятно, да? Хорошо? Okay. So, in Tantra, they don't talk about the object of negation, these things, because it's already explained in Sutra. В тантрах не говорится об объектах отрицания и тому подобных вещах, потому что все это уже объясняется на уровне сутры. Понятно? So, that's why, with this understanding, then you remain in the foundation renunciation with clear understanding of Four Noble Truth, motivation bodhicitta, then view personal view. Итак, вашим фундаментом должно быть отречение с хорошим пониманием 4 благородных истин, мотивация бодхичитта, и далее воззрение должно быть понимание пустоты с точки зрения прасангики мадхьямики. Понятно? So, people who practice tantra, this is minimum, it should be chitta-matra or madhyamaka view. Yeah. Для тех, кто практикует тантру, говорится, что минимальным, чем они должны обладать, это воззрением читтаматры или мадхьямики. Понятно? If you are personal madhyamika, then it is best. А если вы владеете воззрением прасангики мадхьямики, это самое лучшее. Понятно? So, with this view, view understanding, there's no one atom of inner existence. И с таким воззрением вы понимаете, что не существует ни единого атома самобытия. Because everything is just labeled by thought. Поскольку все является простым мысленным обозначением. Понятно? Ясно, да? So, okay. So, with this syllogism, using syllogism, remain in emptiness, then empty appearance of emptiness. Итак, с таким силлогизмом вы пребываете в пустоте, и аспект видимости, мудрости, познающей... Empty appearance of wisdom. Пустотная видимость, мудрости, познающей пустоту.
that one skillfully appear in the form of deity and mandala. Искусственным образом появляется в облике божества и также мандала. That is called deity yoga. И это называется йогой божества. Okay, so and then you have a okay. Now detail I can't explain. Подробности я сейчас объяснить So не могу. I am explaining commentary to the Manjushri teaching, so I will come back to Manjushri teaching. Так я давал комментарий к учению Манджушри и вернусь к учению Манджушри. Because Manjushri given such a condensed form, without commentary, you can't understand how is the unbelievable bomb, I'm telling you. Потому что Манджушри передал учение в такой сжатой форме, что без комментария я не смогу пояснить вам, какая же невероятная эта бомба. Yes, Nada? Okay. When you know all these things, how they interconnect, then each word of Manjushri is a virtual word. Unbelievable. А когда вы начинаете понимать все эти взаимосвязи, то каждое слово Манджушри для вас становится невероятным, важным словом. Важным словом, yes, Nada? Okay. So, the Sutra and Tantra different between come from the deity yoga. So when there is a practice of deity yoga, this is Tantra practice. Any practice, practice without deity yoga, that is Sutra. Итак, что касается отличий между сутрой и тантрой, оно проводится с точки зрения йоги божества. То есть, если ваша практика также исполняется с йогой божества, то это практика тантры. Если вы что-то практикуете без йоги божества, это практика сутры. Okay, yeah, then Sutra as a practice is renunciation, bodhisattva, and Vishnu Kumar. Without these three, if you visualize you as deity, that is not real deity yoga. This is not Tantra practice. If it's Tantra practice, it should be union of Sutra and Tantra. В сутре самая суть – это отречение бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Например, если вы практикуете тантру без этих трех основных аспектов пути, то это не является настоящей практикой тантры, поэтому вам нужно понимать, что практика тантры является на самом деле союзом сутры и тантры. Понятно? If it's real deity yoga, it should be foundation is renunciation, motivation, bodhicitta, and view, wisdom called emptiness. Then the emptiness from the deity, that is a real deity yoga is the union of Sutra and Tantra. Если это настоящая йога божества, то в этом случае у вас в качестве основы отречения, мотивация бодхичитта и понимание, также есть понимание пустоты с точки зрения прасангики мадхьямики, и благодаря этому вот эта пустотная видимость мудрости, познающей пустоту, появляется как божество, и тогда это настоящая практика йоги божества, настоящий союз сутры и тантры. Then there is a very debate that you as appear as a deity is a valid or not valid. So there's the answer for that one. There's no contradiction. Существуют такие обширные диспуты на тему того, что ваше вот это проявление как божества достоверно или нет. Но здесь можно их рассматривать, и не будет никаких противоречий. So, if you don't understand properly, then it looks like contradiction. You are not Yamantaka, and visualizing as Yamantaka, this contradiction. Например, если у вас нет правильного понимания, то может показаться, что здесь есть противоречие. Вы не являетесь Ямантакой, но визуализируете себя Ямантакой. Okay. So, there is no contradiction. This one you should know it. So during meditation, there is no conflict. You remain like a one water drop into other water, very harmony. If you don't understand it, then there is conflict come. I'm not Yamantaka, this thing. Then if I'm Yamantaka, I can't purify him, Then you can't do purification. Then you have to visualize one ordinary person inside your heart. All these contradictions come from not understanding teaching properly. Итак, если у вас нет подобных пониманий, то во время выполнения практики возникнет конфликт, но вы должны обладать пониманием всех этих моментов, так чтобы ваша практика протекала гладко и гармонично, подобно тому, как одна капля воды сливается с другой каплей воды, иначе вы будете практиковать и думать, как же так, я не являюсь, я визуализирую себя Ямантакой, но при этом должен проводить очищение, как же... Если я Ямантака, то зачем мне проводить очищение? Then you have to visualize one separate ordinary person inside your heart. Some Tibetan master says that's also not very proper understanding of the deity. В этом случае вам приходится себя визуализировать в качестве обычного существа, обычного человека где-то в своем сердце, в сердце Ямантаки, и так советуют некоторые тибетские мастера, но это тоже не является точным пониманием теории йоги божества. Lama Tsongkhapa didn't explain anything that you should visualize one ordinary person in your heart, because I must understand deity yoga properly. Лама Цангкапа в своих объяснениях ничего не говорил на тему того, что нужно себя визуализировать в облике обычного человека в своем сердце, в сердце
и when мантраки, you do purification practice. когда вы проводите очистительные практики. Yes, Nanda. Okay. So, say one more. Yes, Nanda. Okay. In this way, if it's the real practice of Tantra, it's a union of Sutta and Tantra. Without Sutta, Tantra is not possible. Real Tantra practice is not possible. Таким образом, если это настоящая практика тантры, то это должен быть союз сутры и тантры, и без сутры практика тантры невозможна. Okay. Then, difference between Keri and Dzogchen practice. Through deity yoga, visualizing yourself as deity, taking through a path, that is a deity yoga, that is a Keri practice. А что касается разницы между киримом и дзагримом, то когда вы практикуете йогу божества и приносите трикай на путь, это You in the remain of deity, вы пребываете в облике божества. this is Keri practice. Это практика кирима. Dzogchen also you remain in deity yoga, Dzogchen needy. Same. В дзагриме вы также пребываете в облике божества. Для практики дзагрима это тоже необходимо, Totally necessary. совершенно обязательно. Now, what is the difference between Keri and Dzogchen? А в чем тогда разница между киримом и дзагримом? Punanda, both of them have deity yoga practice. So, in Dzogchen practice, through concentrating on the vital point of your body, when the energy enters into your central channel, and experience the clear light, then this is Dzogchen practice. Итак, что касается It's разницы the между mental isolation. That's Dzogchen practice. разница между киримом и дзагримом, то в стадии дзагрим, когда вы No, when enter into your body, enter inside in central channel, and not mental isolation. Enter central channel and enter, abide, and dissolve. Dissolution when it come, then that is Dzogchen practice. когда вы практикуете стадию дзагрим и фокусируетесь на жизненных центрах вашего тела, вы приводите, то есть происходит то, что энергии вашего ветра собираются в центральном канале, и когда происходит вот этот процесс сбора энергии, пребывания и растворения, это является практикой дзагрим. Okay. So, deity yoga, pray through deity yoga, when energy dissolves in the central channel, then it's a Dzogchen practice. Итак, в йоге божества, когда пребывая в облике божества, вы собираете энергию ветра в центральном канале, это стадия дзагрим. Yes, Nanda. Okay. Yes, Nanda. So, okay. Okay. Keri and Dzogchen difference there. The Sutta and Tantra difference there. Итак, мы упомянули, какова разница между киримом и дзагримом, между сутрой и тантрой. Okay. So Manjushri, what he says, okay. So illusory body and clear light, they are realizing this depend on the this one wind energy entering the central channel. Итак, что касается реализации ясного света иллюзорного тела, то они появляются в зависимости от этого процесса сбора энергии ветра в центральном канале. For that, you need to practice deity yoga. И для этого вам нужно практиковать йогу божества. In order to practice deity yoga, you need to receive initiation. А чтобы практиковать йогу божества, как говорил Манджушри Лама Цангкапе, нужно получить посвящение. Okay, from authentic spiritual master, who can, during initiation, explain properly 4 steps initiation and with a clear explanation, then confirm initiation. От подлинного духовного наставника, который во время посвящения мог бы точно объяснить, каковы 4 вида посвящения. And, through clear explanation, then confirm the initiation, 4 steps initiation. И чтобы на основе с ясным пониманием, с ясным объяснением, он бы вам изложил. Confirm the initiation, 4 steps. Даровал бы посвящение, то есть 4 вида посвящений. When you receive initiation, if you don't understand what spiritual master is saying you, if you don't understand it, just something pumpa and some other, toma put in your head, you don't receive initiation. It's like a mental connection. Если в тот момент, когда вы присутствуете на посвящении, вы не понимаете то, что объясняет вам духовный наставник, и весь процесс посвящения у вас сводится к тому, что вам ставят тарма на голову или что-то наливают из пумбы, то в этом случае вы не получаете посвящение, поскольку важна вот эта связь учителя и ученика. Okay. So that's why initiation, okay. So that's why in order to, okay. So initiation necessary. In order to receive initiation, you need to become a suitable vessel to receive initiation. Итак, необходимо посвящение, и, как говорил Манджушри, для получения посвящения очень важно стать подходящим для этого сосудом.
suitable vessel to receive initiation, Manjushri says you need a diocese as renunciation, mortification, bodhicitta, and wisdom, right view. Что касается подходящего сосуда для получения посвящения, то Манджушри говорил, что это тот практикующий, у которого основа – это отречение, воззрение, мотивация бодхичитты, правильное воззрение. Okay, so these three very important, especially with the bodhicitta, when you have spontaneous bodhicitta, then you receive the initiation, complete initiation. Эти три аспекта очень важны, и в особенности, если вы обрели спонтанную бодхичитту, то тогда получаете безупречное посвящение. In Nāyū Lama Tsongkhapa says that border of achieving initiation. На Гримиче Лама Цонкапа объясняет, каковы критерии получения посвящения. Понятно? Окей. Border entering the tantra path. Это критерий вступления на путь тантры. Okay. Lama Tsongkhapa says initiation. Лама Цонкапа говорит, что это посвящение. Понятно? Okay. So then that also initiation says that everybody don't receive complete initiation. Lama Tsongkhapa says. Но при этом Лама Цонкапа говорит, что не все получают полное посвящение. Okay. Anybody who received complete initiation, then he entered in the first path of accumulation of tantra. Но кто бы не получил полное посвящение, тот действительно вступает на первый путь накопления тантры. Да? Okay. So here explain that how the complete initiation, who receive complete initiation, those who have a spontaneous bodhicitta. И также даются объяснения, кто получает полное посвящение. В этом смысле говорится, что это тот, кто обладает спонтанной бодхичиттой. When you have a spontaneous bodhicitta, when you receive initiation, at that time you receive complete initiation and you reach first part of accumulation of tantra. Когда вы обладаете спонтанной бодхичиттой и получаете посвящение, вы обретаете полное посвящение, и в этом случае вступаете на первый путь тантры, путь накопления. Okay, so this is the border of reaching the first part of accumulation. И таков критерий достижения первого пути в тантре, пути накопления. If you don't have bodhicitta, you can't achieve the complete initiation. Then how you can talk about you achieve the higher realization? Impossible. Если у вас нет бодхичитты, то вы не получаете посвящения. Как же тогда вы можете говорить, что достигаете реализации, например, ясного света или иллюзорного тела? Это просто невозможно. Понятно? Say это ерунда. Хорошо, ясно, да? So, okay. So that's why now majority of us nowadays who have bodhicitta. Ну, теперь, если говорить о большинстве нас, то кто в наши дни обладает спонтанной бодхичиттой? Ясно, да? Okay. Then I asked Pana Rinpoche, when I was measuring out the mountains, then majority of us we don't receive initiation because we don't have bodhicitta. Однажды, когда я медитировал в горах, я спросил у своего учителя во время учения Пананга Ринпоче, большинство из нас не обладают бодхичиттой, то есть не получают полное посвящение. We don't receive initiation. Я спросил у него, это означает, что мы не получаем посвящение? Then if we break samaya, there's no danger in breaking samaya. И в этом случае, если мы нарушаем самаю, то у нас нет опасности, нет никаких тяжких последствий нарушения самай. Okay. Then Panama will say that if you don't have a spontaneous bodhicitta, you don't receive complete initiation. But according to your level of the bodhicitta, that amount of initiation you receive. Но это Пананг Ринпоче сказал, что если ты не обладаешь спонтанной бодхичиттой, то не получаешь полного посвящения, но тем не менее в соответствии с уровнем твоей бодхичитты ты все-таки получаешь какой-то уровень посвящения. Okay. If it's a strong bodhicitta, even it's not spontaneous, that amount of the initiation you receive. Даже если есть просто сильное чувство бодхичитты, при том, что оно не спонтанно, вот ровно настолько и обретается посвящение. That's why during the time of initiation, you specially cultivate strong bodhicitta, then that amount of initiation you receive. Поэтому во время посвящения нужно специально культивировать, породить такое сильное чувство бодхичитты и для того, чтобы получить соответствующий уровень посвящения. Okay. So stronger you have love and compassion toward all sentient beings, that much bodhicitta becomes stronger. You should understand. Также вам нужно понимать, что
если говорить о силе бодхичитты, чем сильнее ваше чувство любви и сострадания ко всем живым существам, тем сильнее будет бодхичитта. Yes, Nanda? Okay. So you don't receive initiation, but according with your level of bodhicitta, you receive initiation, and that much, when you break samaya, that much heavy it is. If it's a complete initiation, then samaya is a more serious. If it's a half initiation, samaya is a half danger. Итак, если вы получаете обладаете каким-то уровнем бодхичитты, то получаете соответствующий уровень посвящения, и если нарушаете самаю, то нарушение тоже соответствующего же уровня. Например, если у вас полное посвящение, то нарушение самая будет тоже более тяжелым, полным нарушением самая. А если посвящение было частичным, то нарушение самая тоже будет таким же половинным. Okay, yeah. That's right. So this way, initiation which you receive it, bodhicitta is, amount of the bodhicitta what you have, that is taking a very important role. And bodhicitta is supported by renunciation. Для получения посвящения очень важную роль играет бодхичитта, которую вы обладаете. А что касается основы того, что поддерживает бодхичитту, это отречение. So this way, the Manjushri tell the receive initiation, then wisdom, cognition, emptiness, bodhicitta, renunciation, they are taking very important role for receiving initiation. И поэтому Лама Цангкапа, Манджушри Лама Цангкапа говорил о том, что для получения посвящения отречение бодхичитты и мудрость, познающая пустоту, играют очень важную роль. In order to develop strong renunciation, you have to reduce attachment to this life, Manjushri says. И Манджушри говорил, что для развития сильного отречения нужно уменьшить привязанность к этой жизни. Person who can't reduce attachment to this life, he can't reduce attachment to whole samsara. Человек, не способный уменьшить привязанность к этой жизни, не сможет уменьшить привязанность и ко всей сансаре. Okay. And attachment is something which trap us in samsara. Don't let us go from samsara because attachment to samsara. Привязанность – это то, что привязывает нас к сансаре и не дает нам покинуть сансару. Мы из-за нее вынуждены оставаться в сансаре. To free from samsara, we need renunciation. Understand, suffering nature is suffering, slave as a slave. Для того, чтобы от нее освободиться, нам необходимо отречение, нужно распознать страдания как страдания, свое рабское положение как рабство. Yeah, the slave slave who don't understand his slave is a permanent slave. Говорится, что раб, не понимающий того, что находится в рабском положении, будет рабом навечно. Samsara being who don't understand that they are in a samsara nature of samsara, that permanent samsara. И сансарическое существо, не понимающее своей страдательной природы сансары, также в сансаре будет оставаться навечно. From beginners until now, we remain samsara because of no renunciation, not understanding suffering nature as a suffering nature. До сих пор мы остаемся в сансаре из-за непонимания своей страдательной природы, того, что не распознание страдания как страдание. You think that if I get something, my problem is solved. If I go somewhere, my problem is solved. If I become something, a doctor or something, the yogi, then my problem is solved. That's all wrong. Мы думаем, например, что если кем-то станем, если куда-то поедем, наши проблемы будут разрешены, если что-то обретем, проблемы разрешатся. Или если, например, если у меня появится муж или жена, все проблемы будут решены. Если у меня будут машины, не будут, все это самсара вместе. So long your mind under control of delusion, suffering nature. До тех пор, пока ваш ум находится под властью омрачений, это природа страданий. So from the depth of your heart, how good would it if on my mind free from this bondage of delusion? В самой глубине вашего сердца вы должны подумать, как же было бы здорово, если бы я смог освободить свой ум от этих оков омрачений. Ясно, да? Если вы болеете TB, TB вам мысли будут одна мысли. Как здорово, если мой лог, бактерия TB съезжает, понял, да? А это счастье. Красиво говорю, я тебе подарок дам вам, красиво одежь, не зачем мне болит тебе, понял, да? Я тебе называю, буду мой город, зачем мой город, да? Меня самое главное, собой это бактерия. Каждый день я слабее стою, понял, да? Same way, this disease of delusion, you have only one wishes. I want free from this disease of delusion. Таким же образом, и по отношению к болезни омрачений у вас останется только одно желание. Это как было бы здорово, если бы я избавился от этой болезни омрачений. Then this one, from your perspective,
free from this disease of delusion. This is renunciation. Then from the perspective of all sentient being, may all sentient being free from this disease of delusion. Then you develop compassion. Итак, с вашей собственной точки зрения, когда вы думаете, как было бы хорошо мне избавиться от болезни омрачений, это отречение, а когда вы рассуждаете с точки зрения избавления от омрачений, от болезни омрачений всех живых существ, то развиваете сострадание. Compassion is not something somebody break leg and say, oh, what a pity, may he free from this suffering. This is not compassion. Real compassion is wishing every sentient being free from this disease of delusion. That's the real compassion. Сострадание – это не тот случай, когда кто-то ломает ногу, и вы говорите, какая жалость, пусть он поскорее избавится от этой своей проблемы, от этого страдания. А настоящее сострадание – это когда вы думаете, что пусть все живые существа освободятся от болезни омрачений. Okay, that's not that. Okay, so in order to develop such a this is beyond worldly people way of thinking. First, you have to reduce attachment this life. Это выходит за пределы обыденного мирского мышления, и для того, чтобы этого достичь, как говорил Манджушри, в первую очередь нужно уменьшить привязанность к этой жизни. Through reflecting on the precious and impermanent death, then you reduce attachment this life, because you are a few years guest in this world. На основе размышления о драгоценной человеческой жизни и непостоянстве смерти вы уменьшаете привязанность к этой жизни, поскольку приходите к тому, что в этом мире вы лишь гость на несколько лет. If you know you are guest, you come alone and go alone. Если вы знаете, что вы всего лишь гость, вы пришли сюда одни, и также одни покинете этот мир. What you think that you have, this my, nothing belongs to you. They're all you will leave behind. Все, что вы считаете своим, говорите, и это мое, и это, на самом деле вам не принадлежит, все это вам придется оставить позади. Even your body doesn't belong to you. Даже ваше тело вам не принадлежит. Why you are investing so much your precious time for building the body, building your career and this thing? This is stupid. Почему же вы так много времени тратите на то, чтобы тренировать свое тело, на то, чтобы развивать карьеру и так далее? Это глупо. So if you know that they doesn't belong to me, they are temporary. Even this body, temporary, I rent it with the money, karma. Если вы знаете, что все это вам не принадлежит, что даже это тело вы лишь временно арендуете на кармические деньги. What really belongs to me? А что вам принадлежит на самом деле? Quality of mind. Это качество ума. Okay, so this one and my merit. А также мои заслуги. What is my debt? Debt is a credit, loan. That is a negative karma imprint. Что является моими долгами? Долги – это отпечатки негативной кармы. So, as when you appreciate reduce, purify, pay all the долги, then you have a bright future. И пока вы обладаете драгоценной человеческой жизнью, очиститесь от этого, то есть выплатите все долги, в этом случае вас ожидает светлое будущее. Okay. So, okay, yes, okay. Then, with the understanding that good quality mind, this is your wealth, increase your as much as possible. First, don't too much think of the 18th side of Buddhahood, the direct cause of clear light, illusory body. Think of this real wealth, increase your wealth, real wealth. И с пониманием того, что ваше подлинное богатство – это благие качества вашего ума, развивайте их, обретайте их как можно больше. Заслуг. Ваши заслуги, накапливайте также и заслуги. This is real your wealth. Это ваше подлинное богатство. In this way, more wealth, more knowledge you accumulate, then you become suitable as a higher and higher practice. Таким образом, вы будете обретать больше знаний, больше богатства и заслуг, и будете становиться все более и более подходящими сосудами для более высоких практик. Okay, yes, Nanda. Okay, so in order to reach this life, Lama Tsongkhapa says you need a spiritual master, root of all reason, guru devotion. И Лама Цонкапа говорил, Манджушри говорил, что для уменьшения привязанности к этой жизни тебе необходим духовный наставник, и корень всех духовных реализаций – это преданность учителю. First step is finding authentic spiritual master. That's the most important. И первый шаг – это обнаружение подлинного духовного наставника. Это самый главный момент. If you make mistake with the wife, okay, you can have a second wife, third wife, doesn't matter.
Если вы допустите ошибку с выбором жены, это не так страшно, у вас может появиться вторая жена или третья жена. If you make mistake with TV, it doesn't matter, you can buy other TV. Например, если ошиблись с выбором телевизора, это тоже не страшно, вы можете купить другой телевизор. Okay, if you make mistake with spiritual master, choosing spiritual master, that is a big mistake. You should very carefully. Но если вы допустили ошибку с выбором духовного наставника, то это очень большая ошибка, поэтому будьте очень осторожны. That's why Sajja Pandita says, people when they buy horse, they are very careful. They're saying the road and everything, they investigate. But searching for spiritual master, they never investigate. That's the big mistake. Поэтому Саки Пандита говорил, что когда люди покупают лошадь, то они очень осторожны, они внимательно смотрят ей в зубы, проверяют родословную и так далее. А с выбором духовного наставника никакой осторожности не проявляют. Это очень большая ошибка. Nowadays, in the form of spiritual, there's spiritual form, in the form of spiritual master, there's many affiliates. You should understand. Вам нужно понимать, что в наши дни в облике духовного наставника есть множество аферистов. Affiliates who are playing with you in the form of spiritual master name. Которые вами играют в форме духовного наставника. So, such a spiritual master himself is object of compassion and disciple is object of compassion. И такой духовный наставник сам является объектом сострадания. Его ученики — это также объекты сострадания. If you meet a wrong spiritual master, then like a receiving this thing is like a two cow when they are connected, they shoulder together for the harvest and field. When one fell, both fell down. Если вы выбрали ошибочного, ложного духовного наставника, то это очень похоже на тот случай, когда в поле пашут две коровы, запряженные одним плугом. Если одна из них падает, то падает и вторая. Yes, that. Okay, if you choose a right spiritual master who really, even he is not highly realized, who is sincere practicing the Dharma, what he is teaching you. Но если вы выбрали подлинного духовного наставника, который, может быть, не обладает высокими реализациями, но при этом искренне практикует ту дхарму, которую передает вам, then this is you get the lottery. То вы выиграли в лотерею. Yes, so with him you go life after life, happier and happier. Devotion to him is very important. It's like connected. С ним, жизнь за жизнью, вы будете восходить ко все более и более высокому счастью, поэтому преданность такому учителю очень важна. If the eagle, your body start with the eagle fly, you also fly together with the eagle. Ну, например, если ваше тело привязано к орлу, и орел летит в небе, то вы тоже полетите вместе с ним. You can also fly like that, You say, I am flying not because of my spiritual master, I am also flying. То есть вы так тоже сможете сказать, я тоже лечу, я лечу не потому что сам умею, а потому что летит мой духовный наставник, и я вместе с ним. Yes, okay. So that's when Major says, choosing spiritual master. That's very, very important for the wrong choice, you have a terrible. Right choice, that's a very good foundation. Поэтому Манджушри говорил, что очень-очень важно выбрать подлинного духовного наставника. Если выбор ошибочный, это ужасно, а если выбор правильный, то это очень благоприятно. Then life after life, you will be protected by, Manjushri, Avalokiteshvara, life after life. If you have a proper spiritual master, right devotion. Тогда вы будете находиться под защитой Манджушри, Авалокитешвары, жизнь за жизнью, в том случае, если вы выбрали правильного духовного наставника и сохраняете преданность такому учителю. So, in terms of Dharma protector, Manjushri says. Далее Манджушри говорил, что по поводу защитника Дхармы, you shouldn't have so many Dharma protectors. У вас не должно быть большого количества защитников Дхармы. So, when you in initial level practice, your Dharma protector is a Kalarupa. Пока вы остаетесь практиками начального уровня, вашим защитником Дхармы должен быть Каларупа. Because initial level practice, the most dangerous thing is the untimely death. Потому что на начальном уровне в практике самое страшное – это преждевременная смерть. When you have a Dharma protector Kalarupa, if your lifespan finished, then it's exception. Untimely death don't come to you because of Kalarupa. А если у вас есть такой защитник Дхармы, как Каларупа, то в случае завершения вашего жизненного срока это отдельная история, но если вы полагаетесь на Каларупу, то преждевременной смерти с вами не произойдет. Okay. Then intermediate level practitioner, should not say.
Для практиков среднего уровня или промежуточного защитником дхармы должен быть намсарай. Okay. In the middle level of practice, the main danger is breaking samaya and breaking the vow. На промежуточном уровне самая главная опасность вашей практики – это нарушение самаи, нарушение обетов, Breaking the law of karma. нарушение закона кармы. So in order to not have such thing, Dharma protector, namse you rely, you will have a purity of the behavior. Чтобы такого с вами не произошло, вам нужно полагаться на намсарая и so that you have a, he will help you to have a morality, pure morality. Чтобы он помог вам с соблюдением чистой нравственности. That's the very important in the intermediate level. Это очень важно на среднем уровне. Pure morality, pure behavior of body, speech, mind. Это чистая нравственность, чистое поведение тела, речи и ума. Then in order to have a advanced practice, then the main obstacle is anger, which destroys the love and compassion. А для того, чтобы заниматься практикой высокого, высшего уровня, бодхичитты, advanced level, this third level, not the advanced level, the advanced level practitioner, the main practice is the bodhicitta. Это для практиков высшего уровня главная практика. Which explained in Lamrim. Three-level practitioner. Это в Ламриме объясняются 3 вида духовных практикующих. Для высшего уровня главная практика – это бодхичитта. So, main obstacle is anger. И главное препятствие здесь – это гнев. Okay. Antidote to anger is compassion. А противоядие от гнева – это сострадание. So, Mahakala is a manifestation, virtual manifestation of Avadishvara. Avadishvara deity of compassion. Махакала является гневным проявлением божества Авалокитешвары, а Авалокитешвара – это божество сострадания. So, because of such a Dhamma practitioner, you will seldom have anger, and you remain the love and compassion constantly sustained in your mind. Благодаря такому защитнику дхармы вы злиться будете редко и постоянно в уме будете сохранять чувство любви и сострадания. When you generate love and compassion, cultivate, nothing can destroy it. One anger will destroy. One moment anger will destroy your love and compassion in your mind. А когда вы развиваете любовь и сострадание, то nothing will destroy. Outer force can't destroy it. То внешняя сила их уничтожить не может, а то, что может их в действительности уничтожить, это только гнев вашего собственного ума. One moment anger will destroy your love and compassion. Один миг гнева уничтожает вашу любовь и сострадание. So thus way, in order to not destroy your love and compassion, expand limitlessly, then Kalarupa very important. И для того, чтобы ваши любовь и сострадание не исчезали, а развивались до безграничности, очень важен защитник дхармы Махакала. When we take a Dhamma protector, we don't think this main point. We think that Dhamma protector don't make me sick, protect my family, I will get what I want. This is a worldly Dhamma. А когда вы полагаетесь на защитника дхармы, то не считаете вот эти вещи самыми главными, а думаете, что ваш защитник дхармы главным образом предназначен для того, чтобы защищать вас от болезней, защищать вашу семью и так далее. Это мирская дхарма. So this way, don't rely on so many Dhamma protector. Dhamma protector, according to your practice, you rely. Как Манджушри говорил, что не нужно полагаться на множество разных защитников дхармы, что защитник дхармы должен соответствовать вашему уровню практики дхармы. So this is the, teaching Manjushri give to Lama Tsongkhapa. With the commentary, I explained you, very short commentary. Таково учение, которое Манджушри передал Ламе Цангкапе, и я объяснил вам его с коротким комментарием. Digital commentary, whole Sutra and Tantra included. А если давать обширный, подробный комментарий, то в это учение входит полностью вся сутра и тантра. Here you can see the combinations of Sutra and Tantra, this short teaching. Здесь в этом коротком учении вы сможете увидеть союз сутры и тантры. And union of Vipassana and Vipassana. И также союз Шамадхи и Випашины. Union of Kirim and Dzogrim. Союз Кирима и Дзагрима. До свидания. Так, время закончилось. Силою заслуг, которые я стяжал трудами на этапах пути, да обретут все живые существа возможность трудиться подобным же образом.
Сколько ни есть живых существ, испытывающих сердечные и телесные муки, пусть все они избавятся от страданий силой моих заслуг, и пусть все они обретут вечную радость и счастье. Да испытает каждое существо счастье людей и богов и достигнет скорого освобождения, так что сансара скоро угаснет. На благо всех живых существ, заполняющих пространство, да обрету я мудрость, как у Манджушри, великое сострадание, как у Авалокитешвары, огромную силу, как у Джапани. Дхарма, проповеданная Буддой, наилучшее целительное средство, облегчающее всякую душевную боль. Да процветает эта дхарма драгоценность во всех мирах, наполняющих пространство. Да родится в сознании всех живых существ великая вера в Будду, Дхарму и Сангу, и тем самым да воспримут они благодать трех драгоценностей. Отныне да не будет в этом мире страданий, от неисцелимых болезней, голода и войн, и да не причинят вреда землетрясения, пожары, наводнения, бури и другие бедствия. Да повстречаются все живые существа моей матери с драгоценными наставниками, указывающими этапы пути к просветлению. И вступив на эту стезю, пусть скоро достигнут они окончательного покоя, полной просветленности. Благословениями Бодхисаттв, истинной поступков и их последствий, а также силой моего чистого, высочайшего стремления, да исполнятся мои молитвы. Epidemic not getting better, so that's why I can't go to a different city. Из-за того, что вот эта пандемия коронавируса, вот эта ситуация вокруг этого не улучшается, я не могу посещать другие города. So Ulan-Udэ, first there is no plan for teaching, then I think one day teaching necessary. Что касается Улан-Удэ, то вначале не было плана передачи учения, но затем я подумал, что нужно один день провести учение. So as it is I give such a condensed, unbelievable condensed teaching because of the coronavirus also. И я передал такое невероятно сжатое учение, также благодаря коронавирусу. Yes, okay. If there is no coronavirus, then I will don't give such a condensed. I will give little bit like this. So no time for, there's no time to give too much teaching. That's why I give such a condensed form. People who want to meditate, it's unbelievable teaching. Если бы коронавируса не было, то я давал бы учение по чуть-чуть из разных областей, а из-за того, что есть коронавирус, мы не можем большого количества времени уделять учению, поэтому я передал его в очень сжатой форме, и оно невероятно и очень полезно для тех, кто хотел бы медитировать. Preparing very difficult. Such a whole Sutta Tantra in a short form, not easy to prepare. Приготовить это не так просто, то есть всю сутру и тантру объединить вместе и так в сжатой форме преподнести, это совсем нелегко. Нелегко, понятно, да? Okay, so then city like Irkutsk, Krasnoyarsk, Ufa, they are, Tuva, they are watching. So sorry, I can't come, and I wish you all, your development mind progress, and may coronavirus don't take your life away. I pray for it. И я, к сожалению, не могу посетить такие города, как Красноярск, Иркутск, Кызыл и так далее, но я знаю, что эти люди слушают это учение, и я молюсь о том, чтобы ваша духовная практика протекала хорошо, благоприятно, и чтобы коронавирус не забрал вашу жизнь. Да? So, Kalarupa mantra, very best way that even you get sick, you will not die, I can tell you. Самое лучшее – это мантра Каларупы. Начитывайте ее, даже в том случае, если вы заболеете, я могу сказать, что вы не умрете. Yes, Kalarupa, yes. So we are all in this level. So Kalarupa, so I have a precious human life. Please, if my karma finish, doesn't matter. Please, I'm tempted that don't come happen to me because it's such a precious human life. Ask Kalarupa. Просить, обращайтесь к Каларупе с такой просьбой. Каларупа, я обладаю драгоценной человеческой жизнью. If karma finish, doesn't matter. No, I'm tempted that doesn't happen to me. Если закончится карма, то не имеет значения. То есть, если истечет мой жизненный срок, то это значение не имеет. Но, пожалуйста, защитите меня от преждевременной смерти. Ясно, да? Okay. So,
Ясно, да? Okay. In this way, recite Kalru mantra so that you will not have an unlimited, not only for coronavirus, any other thing. И таким образом начитывайте мантру Каларупы для того, чтобы с вами не произошло преждевременной смерти не только от коронавируса, но и по любым другим причинам. Ясно, да? Okay. Then Ufa, at the moment, planned that there's only one day teaching in Ufa. В настоящий момент по поводу Уфы есть план, что также состоится одно учение, один день. Да? No blessing, this thing, you know. Не будет благословения и так далее. Okay, yeah, yes, да? Then St. Petersburg, I think the plan is like I can't go to St. Petersburg because there's still danger. Что касается Санкт-Петербурга, то план такой, что я в Санкт-Петербург не поеду, поскольку ситуация все еще достаточно опасна. Да? Сочи, they will be not teaching, but I will take rest in Sochi for days. В Сочи учения не будет, но я поеду отдохнуть в Сочи на несколько дней. Да? Then at present, you know, Rostov and Krasnodar also not, you know, there's, you know, I can't come, I think so. Что касается Ростова, Краснодара, то в настоящий момент я тоже думаю, что приехать не смогу. Понятно, да? Kalmuk, I will see the situation, you know, if the epidemic become less, then maybe after, you know, I will try to come, but at the moment, not sure. Насчет Калмыкии я точно сказать не могу. Если вот этот уровень эпидемии станет ниже, то я постараюсь приехать, но пока еще не полностью уверен. When I check it, you know, the coronavirus now, Russia became more and more, not less. Когда я проверял, то обнаружил, что коронавируса в России становится все больше и больше, уровень не уменьшается. In Europe, second wave coming there. В Европе сейчас идет вторая волна. So it will not go very easily. Так с легкостью он не уйдет. So hope that, you know, in Moscow, winter teaching will happen. I hope, you know. Я надеюсь на то, что зимнее учение в Москве все же состоится. Retreat. Это зимний ретрит в Москве. Okay, so we'll look at some time, you know. At the moment it's open, you know. В течение времени посмотрим, возможно это или нет, но сейчас пока это открытый вопрос. So winter teaching in Moscow will teaching material emptiness. This time I will talk about the refuting self, you know, self-separation, which explained in this one, Madhyamya Avatara. Зимний ретрит в Москве посвящен теории пустоты, и в этот раз я этот ретрит проведу на тему опровержения самости, которая объясняется в одной из глав про Манавартики. Мадхьямика Аватара, извините. И также очень важно точно определить объект отрицания и отвергнуть, устранить, отбросить это «я» с помощью силлогизма. For that, you need to know the syllogism. What is the syllogism? What is the logical cognition? What is not logical? Для этого очень важно знать тему силлогизмов, что является логичным познанием, а что нелогично. Then, Paramanadikara foundation. Without it, you can't understand syllogism. Для этого в качестве фундамента необходима Параманавартика. Без нее вы не сможете понять силлогизм. So, definition of what is a valid cognition, valid syllogism. Definition of what is not valid syllogism, that's very important. Очень важное определение того, что есть достоверный силлогизм и что недостоверный силлогизм. This is very important. Then you have with this proper understanding, then you can, when you say, I understand cognitive emptiness, that's real cognitive emptiness. И это очень важно, если с таким пониманием вы скажете, что пришли к пониманию пустоты, это будет настоящее понимание пустоты. Okay, so, and then that was not enough. Without shamatha, then it is not a cognition of emptiness, it's not a vipassana. With the help of shamatha, then we, through such syllogism, when you cognize emptiness, then it's called vipassana. Но одного этого тоже недостаточно. Если у вас нет шаматхи, то такое понимание пустоты не будет випашьяной. А если у вас есть шаматха, то в этом случае, используя эти силлогизмы, вы придете к такому познанию пустоты, которое также будет являться випашьяной. Then you reach second path of accumulation. И в этом случае вы вступите на второй путь, это путь подготовки. First path of accumulation, spontaneous renunciation and bodhicitta. А первый путь накопления это достигается с развитием спонтанного отречения и бодхичитты. When you direct emptiness, then you reach the third path of seeing. А когда вы обретаете прямое познание пустоты, вы переходите на третий путь, путь видения. You become Arya. И становитесь арией. Then path of meditation. Second moment is path of meditation.
Следующий миг – это уже путь медитации. Path of meditation is a, subsequent cognized emptiness. That's called path of direct cognition. Что касается пути медитации, то это то, что называется последующим познанием пустоты, это прямое познание. Yeah, so there's 10 bhumi, 7 bhumi, you remove all the delusions coming from your mind. И существует пхуми, на седьмом пхуме, 10 пхуми, на седьмой пхуме вы полностью устраняете все. Then you reach 8 bhumi, you completely free from delusion. Когда вы достигаете восьмого пхуми, вы полностью избавляетесь от всех омрачений. Then 3 pure bhumi, 8, 9, 10, you remove the obscurity of omniscience. На 3 чистых пхуме, это 8, 9, 10 пхуме, вы полностью избавляетесь от препятствий к всеведению. When you remove obscurity of omniscience, then after 10 bhumi, then you reach the ascend the state of Buddhahood. И устранив препятствия к всеведению, далее на 10-м пхуме вы достигаете состояния Будды. This is a map both to Sutra and Tantra, no difference on Tantra. Эта карта одинакова для сутры и тантры. Для тантры нет каких-то отличий. In Tantra, because of unique method, you move faster. В тантре, благодаря уникальным методам, вы продвигаетесь быстрее. When you are more subtle mind, clear like emptiness, direct emptiness, then from first bhumi to 8 bhumi you reach in one moment. Когда с помощью наитончайшего ума ясного света вы обретаете прямое познание пустоты, то ваше продвижение с первого пхуми до 8-го пхуми происходит за одно мгновение. So it's called seeing liberation. When you reach 8 bhumi, you are arhat. You're completely free from delusion. Это называется освобождение посредством видения. Когда вы достигаете 8-го пхуми, вы становитесь архатом и уже полностью свободны от омрачений. So this card very necessary for the people who are meditating. Then they will not get lost. If you want to drive in Moscow city, you need card, navigation, everything. You don't get lost. You will reach the destination properly. Эта карта очень важна для тех, кто хочет медитировать. В этом случае они не заблудятся, поскольку если, например, вы в Москве, вам очень важно иметь карту, навигатор, тогда вы не потеряетесь в этом городе. You can go спокойно. Every step you move, you're going closer to direction. If you don't have a card, you keep rotating or you reach nowhere. В этом случае вы можете чувствовать себя спокойно, и с любым шагом вы будете приближаться к намеченной цели, а без карты вы будете просто кружить по одному месту. People who meditate without this proper understanding, after retreat, the ego become bigger. Why? Because without card, they go around one place, then become more ego. Люди без такого понимания после ретрита, тут как бы их эго становится больше. Почему? Потому что у них не было карты, и что с ними происходило, это они вот так крутились по одному месту. Одно место крутили, then the ego became bigger and became strange. Так они крутились по одному месту, их эго стало больше, но они стали более странными. So that's why meditation is very important. But with meditation, very good knowledge of Dharma, kindness, they are all very important. И так очень важно медитировать, но вместе с медитацией также важно обладать хорошим знанием дхармы, очень важна доброта. And humble. И скромность. How much humble you are, that much you will progress further. Насколько скромного человека, ровно настолько вы и обретаете дальнейшего прогресса. Adisha told Dhomtamba, look at this mountain. When rain come, it come everywhere. But when come to grow, out of the mountain, nothing grow. Атиша однажды сказал Драмтомпа, взгляни на эту гору, вот когда идет дождь, он идет одинаково везде, над всем пространством, но на этой горе при этом ничего не вырастает. In the same way, spiritual master give teaching to all students. Arrogant student or humble student. But when it comes to realization, only humble disciple achieve realization. Таким же образом, духовный наставник, когда дает учение, он его дает одинаково для всех учеников, и для скромных, и для высокомерных. Но что касается реализации, то когда дело доходит до реализации, их достигают только скромные ученики. Yes, да? Okay, so look at valley, tree, flower, everything grow because down, humble. Посмотри в эту долину, в ней вырастает все, и цветы, и деревья. Почему? Потому что она внизу очень скромная. Okay, so that's my advice to you. Humble, kind, good knowledge Dharma, and then introduce some meditation.
impossible to stop you from achieving state of Buddhahood. Поэтому для вас советую, будьте скромными, добрыми и также с хорошим знанием дхармы, медитируйте, проявляйте энтузиазм, и тогда невозможно, чтобы что-то помешало вашим реализациям. Okay. Whole Mara come together, stop you from realization. Impossible. Даже если все мары соберутся вместе и постараются удержать вас от достижения реализации, это будет невозможно. Понятно? If you are not humble, if you don't have proper understanding, only with the pushing your meditation, whole deity come and support you, they can't do anything. Если вы не скромный человек, если у вас нет правильного понимания дхармы, вы все время себя принуждаете, заставляете, то даже если все божества соберутся вместе вокруг вас, они ничем не смогут вам помочь. Понятно? До свидания. До свидания.